Только не Unreal Engine. Так, привет Ютубу. Сейчас, секунду, я... Ой, не то. Я включу одну штуку. Мне очень надо. Да. Мне очень надо. Все. Не люблю Unreal, потому что чаще всего на нем игры вообще нифига не оптимизируют. Полагаются лишь исключительно на встроенные функции. Видео, аудио. Так. Давай поставим общую громкость на 100. Ладно, давай на 80, как тут стояло почему-то. Игру я первый раз открыл. Привет, Данли. Эффекты. Настройка громкости отчетливых звуковых эффектов. Шаги, удары и т.д. Давай на 50. Жаль, нет функции прослушать, как есть во всех адекватных играх. Настройка громкости фоновых звуков. Водопад. Блин, так сказал, вот плохая игра. Не подумайте. Ничего против не имею, просто люблю, когда тут есть кнопка прослушивания. Водопады, птицы. Туда же. Ты можешь даже... Да, давай. 50. Речь. 75 пусть будет. Интерфейс что? Щелчки. Намного тише надо. 26. Все равно громкая. Давай общую тогда вот так. А звук меняется? Меняется. Вот сюда давай. Привет, Дэми. Пусть будет тут музыка. А что музыка? Чтоб тише голосов было, главное, и тише шагов, да? Давай на 40. Все. Видео. Вертикалочку, пожалуйста. Режимы пофиг. Размытие в движении. Ужас. Фолфа 90. Пусть будет. Жаль, когда в меню дают настройки звука, на превью его нет. Да, блин, кошмар. Общее качество эпическое. Что-то я не уверен, что у меня компьютер потянет эпически на Unreal, но хрен с ним, пусть будет управление. Фиг с ним. Кнопки. Субтитры включены. Все есть. Размер субтитров обычный. Не знаю, пусть будет большой. Фон субтитров. Да не надо. Хотя иногда это клево выглядит. Но, наверное, не надо. Да, хочу. Там была кнопка «Применить изменения», маленькая такая. Ну что, чат? Пойдем смотреть игру. Игра эта была, как вы помните, на движке Skyrim. Вообще нет разработчиков. Эту игру разрабатывала команда из 3 человек на протяжении 4 лет. Именно благодаря вашей поддержке мы можем продолжать разрабатывать игры. Таинственное приключение с множеством концовок. Здесь поощряются вдумчивые разговоры и исследования, а не грубая сила. Судьба города находится в ваших руках. Наши дни. Уф. You're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Ручки. Выберите пол. Уля-ля. Слушай, клево сделали.
Прям на ходу меняется. Ну и мужчина. Цвет кожи. Ля. Вот эти как-то вообще как старик выглядят руки. А может, мы и есть старик? Твой белый. По бледности почти как мои. Ну что ж, наследие Скайрима в абстрактности моделек NPC присутствует. Да не, в Скайриме норм модельки. Да. Продолжить. Чё продолжить? Подожди. Ой. Я это сделал. Я разрешение сломал, оно не чинится. Блин. Да, блин, не та кнопка. Я нажал на F11. И все сломалось. Все сломал. Да. Ладно, сейчас я вам... Вот так. На время. Потерпите растянутую картинку, как мы сможем зайти в настройки, я пофикшу. Кудесник. Я буду кудесник. Все. Подтвердить выбор, продолжить выбор. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Нужно было найти древние руины. Годы изучения истории порой позволяют лучше понимать древний мир. Мне поручили секретную операцию. У вас есть личное оружие, на пуль всего 10. Придется использовать их с умом. Возможности пополнить боезапас не будет. Слушай, забавно. Скрываясь от властей. Вы уже долго скрываетесь от властей, привыкли быстро действовать быстро. Плюс 25 скорости бега. Вообще почти ничего не помню. Из-за недавней травмы головы вы стали менее восприимчивы к боли. Живучесть повышая на 50. Нужно было найти древние руины. Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him? If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? А где выборы? Ты не против, если я сначала задам пару вопросов? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... What do you want to know? Расскажи о себе. Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Ты даже не скажешь, как тебя зовут? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Мне бы очень хотелось знать твое имя, особенно учитывая, что я собираюсь тебе помочь. Почему ты не хочешь говорить свое имя? Ладно, мне это не так важно, а? Учитывая, что я собираюсь тебе помочь, ты могла бы как бы и назваться. All right, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Спасибо, что спасла мне жизнь, Карен. You're welcome. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? Кто такой Эл? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Это отсылка к мему про Карен? Что за мем про Карен?
Где мы? You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Тайбор. Что ты можешь рассказать об этих руинах? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... В Америке Карен типичное имя для стервозных дурочек. Суждаю. Ты не пыталась позвать на помощь? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. У меня больше нет вопросов. Great. So you're ready to go look for Al? Я отправляюсь за бесценными артефактами, но поищи его. Я пас, ладно, этим займусь. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. То у тебя костер, да. О, какой фонарик большой. Мощный фонарик, работающий от батареек. Эй, я покрутить хотел. Так, сейчас чат. У нас разрешение съехало. 1600 на 900. О, починил. Почему? О. Так. Эть. Перегнул. Все. Уф. Прогрузилась, так прогрузилась. Это что, рыба? The ruins are just beyond those columns. Please, hurry. Ладно. Как фонарик включить? Инвентарь открыть, может, можно как-то. О, отслеживание целей. Чтобы увидеть маркер цели, щелкните по значку глаза рядом с ним. Ок. Кьюит про Оуа. Молодая девушка по имени Карен вытащила меня из реки в качестве благодарности за спасение своей жизни. Мне нужно найти человека по имени Эл, исчезнувшего в неких древних руинах. Монетка динарий. Число динарий, древняя римская серебряная монета. О. Фонарик. Мощный фонарик, работающий от батареек. Ля, какой. А что эти глазики делают? Используется, чтобы достать фонарик. Все, я в руинах. Карен, его тут нет. Его тут нет, Карен. Дай хоть с этим место-то осмотрю. Уф, как фоф The сужается. ruins are just beyond those columns. Please, hurry. Правда, как в Skyrim. Ладно, пойдем. Shift, бежать, это я уже понял. Бля, тени. Unreal. Сразу видно. Жаль, нет большой вот это. Я не помню, как в Skyrim называется. Красная такая планета большая, которая летает. С ней было бы лучше. Рюкзак. Рюкзак, заполненный поношенной походной одеждой и пустыми пакетами из-под еды. В нем нет ничего ценного, но все же странно, что Эл оставил его.
Ок. Пусть лежит, не буду с собой грязные шмотки чужие таскать. Записка Элла. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation. Or a warning. Alworth. Алвард. Уф, что такое? Нет! Я почитать хотел. Потому что что-то было ведь написано по-любому. Почему меня скинуло? Зря я вступил на этот пол. Статуи стрёмные. Сейчас зыришь. Уля-ля. Мне не нравятся просадки, когда локация прогружается. Пам-пам. Ну слушай, дизайн локации офигенный. Прудик такой. Ладно, забудьте, что я сказал. Он просто убежал за Кирой. Ягами лайт, постой. Блин, без фонаря выглядит лучше, но нифига не видно. Ля. Подожди, что? Мадам? Это что, хоррор? Кто вы? Хватит смотреть на меня, я стесняюсь. Не подписано даже. Мозаика какая-то. Золотая статуя. Наконец-то могу их смотреть. Подожди. Молодая римлянка, оплакивающая кого-то. Кажется, расчета на фонарик не было у разработчика, когда он это делал. Извини, что потревожил. Так не ломай мне шею, пожалуйста, хорошо? А есть автосейв какой-то? О, быстрый сейв есть. Пойдет. Остальные статуи я смотреть не могу. Оно слезло. Римский гладиатор, пытающийся от чего-то убежать, что могло заставить его обратиться в бегство. Вот эти статуи могли, да? Чё зыришь? Здрасте. I don't speak Italy. Не Italy.
Зубы Гаргона. Мидас, тут Мидас живет скорее. Я понял, что они не итальянском говорят для тех, кто там любит побыть умным. Золотая статуя. Молодая римлянка, похоже, она молила о пощаде. Ну вот забавно, если тут Мидас, правда, какой-нибудь живет. Да. Люблю я такие штуки. Большие сооружения. Старые, разрушенные. Есть в них какая-то такая романтика своя. Ну что ты? Что ты смотришь? Смотри, куда смотрела все эти годы. Показывает, что F5, F9 есть. Сейчас что-то должно случиться, наверное, да? Что-то нехорошее. Да? Римский военный начальник, скрывающийся от чего-то. Римский легионер, замерзший в ужасе. Ха! Попался. Нет. Так, те, которые башкой крутят, необщительные. А. Я знаю, что есть люди, у которых фобия на статуи, манекены и прочее. И не в хоррор-игре им такое показывать, я думаю, могло познакомить их с мистером Инфарктом. Приветики. Римлянка, молящая о помощи, которая так и не пришла. Кого? Бога. Ну, пришел мне, да, помог, видишь. Осуждаем. Это Л. Свеженький. Каменная табличка с надписью. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. In here, there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now and find out what awaits you beyond that portal. Золотая статуя старика в современной одежде. Это должно быть Л. Но как такое возможно? Эл не смотрит на нас. Тропиночки. То есть он постарел, одежда сохранилась, но мы ж не знали его возраст, просто сказали, что это старик. Молодая римлянка в панике. Ха! Нет.
Да и одежда может тысячелетия храниться, если ее моль какая не пожрет. Ух, ё. Портал. И кости, кстати. Не золото. This way. Римлянин стоит на коленях, словно моля богов о пощаде. Видимо, и правда богов просили. Вижу отражение луны, не вижу луны. Ну, привет. Скелет. Останки человека, кто бы это ни был, умер он очень давно. Пустая зажигалка. Должно быть, я использовал L, чтобы зажечь все эти факелы. То есть он недавно умер. Есть тут всякие вот эти вот масляные лампочки. А взять нельзя ее? Может, пригодилось бы. Ладно. Путешествие через вселенные. Тап любое место, чтобы журнал заданий, инвентарь. П, чтобы войти в фоторежим. Сейчас что-то, видимо, красивое будет. Пройти через портал в прошлое. Снова задание завершено, незабудка. Выяснить, как вернуться в настоящее время. Точка отсчета. Барельеф. Римский барельеф с изображением огромного круглого портала и двух женщин. Интересно, кто они такие. Узнаем? Ай. Ай. Герой так молча и спокойно воспринимает путешествие во времени. Он говорит, но просто субтитры не выдали. Так, дайте-ка я все-таки не на эпических настройках, а на высоких поживу. Ок. Так-то лучше. Визуально ничего не изменилось. Зато больно. Больше не больно. Хотя фиг его знает. Город прогружается. Salve, friend. I'm Salve. Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Я кудесник, я из будущего. Стоп, ты говоришь по-английски? Храм Прозорпины. Я кудесник, и я не знаю, где я. Ложь. Стоп, ты говоришь по-английски. What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you, and what were you doing in the shrine? Храм Прозорпины. Yeah, you know, agricultural goddess of springtime? You're not from around here, are you? And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you, and what were you doing in that shrine? Я кудесник, и я не знаю, где я. Oh, Ложь. is that right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. По вашим законам. Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, are you coming?
Ладно, веди. Я бы, конечно, сам дошел, но... Ну, давай. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Уже Only как-то 23 медленно of us идти. at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Politics. I'd stay clear of it and her if I were you. She's, it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way Aqueduct. down at the bottom. Up on your left is the Forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Galerius, you're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, citizen. My name's Greetings. Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. В чем дело? I expect the magistrate wants to brief you about the Golden Rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. Ну, веди. Хорошо. Follow me. Чем мне ссориться? The only thing you really need to understand right now is the Golden Rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, О, there was a автоследование. mutiny brewing in one cohort. The legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the Golden Rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. He's up these stairs. Хорошо. Подожди. Пообщаемся. What now? Расскажи о себе, Гораций. I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughters. Daughter, I should say. And the others, and making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. Как ты здесь оказался? I'm from Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl and pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some genetricum fugitor tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing.
Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But unfortunate to be alive, I suppose. Ясно. Жаль слышать. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind as labor does the body. That said, Centilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Если понимаешь латынь как английский, почему некоторые слова не переведены? Потому что для нас это обычные слова, мы же археолог, мы сами знаем латынь, поэтому мы типа воспринимаем некоторые фразы как слишком знакомые нам, как будто мы используем их постоянно в обиходе, вот и вот они не переведены. Еще вопрос. Можешь рассказать о магистрате? He's one of the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. Могу я взглянуть на список граждан? I don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Да. Список всех жителей города в алфавитном порядке. Режим чтения. Аврелия, класс плебейка, занятость, владелец трактира. Плебейка. Место проживания, трактир в трущобах. Примечание, говорит, что знает, как выбраться. Опа. Вертилий, класс плебей, занятость архитектор. Место проживания, форум, примечание. Нету примечаний, видимо. Галерей, класс плебей, занятость фермер. Место проживания трущобы. Примечания тоже нет. Ганнибал, чужеземец, занятость заготавливание корма. Место проживания трущобы. Примечание умер в цистерне. Что? Георгий, класс чужеземец. Занятость торговец, одежда. Место проживания форум. Ираций, плебей, стражник, трущоба. Деций, плебей, торговец на форуме. Домиций, плебей, охранник Малиола. В трущобах живет. Дулий, плебей, нетрудоспособен, трущобы, заключен на складах. Клавдия, Патриций, жена Малиола, живет в Вилле центральной. Ливия, страна такая. Плебей, парикмахер. Место проживания трущобы. В данный момент отказывается работать. Лукреция, чужеземец, медсестра в трущобах. Миллиол, Патриций, ростовщик. Живет в Вилле средний, не заслуживает доверия. Плебей, барбер. Невия, плебей. Занятость врач, место проживания нет. Заперлась во дворце. Октавия, Патриций. Занятость уборка, садоводство. Место проживания Вилла Нижняя. Руфий, плебей. В патруле. Трущобы. Все больше волнуется. Сенти, Патриций, магистрат, Вилла Верхняя. Сентила, Патриций, ученик. Вилла Верхняя. Пропала. Сентила пропала. Сентия, Патриций, ученица. Вилла Верхняя. Не выходит за пределы виллы в целях безопасности. Ульпий, плебей. Долговой раб Малиола. Вилла Средняя. Фабия, плебей, пекарь в трущобах. Кабаш. Чужеземец, рыбак в трущобах пропал. Эквития, Патриций, Висталка, Вилла Нижняя. Юлия, Патриций, долговой казначей Малиола. Место проживания Вилла Средняя. Забавно. Спасибо. Of course. Что думаешь о золотом правиле? Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion, by threatening to execute 1 in 10 men.
The idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like hundred-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Хочешь сказать, тебе нравится это правило? Там, откуда я родом, это посчитали коллективным наказанием. А это военное преступление. Господи, какой ты душный. Хочешь сказать, тебе нравится это правило? What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the Golden Rule, I don't have any control over it, so railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. Поговорим о чем-нибудь еще. If you like. За кого будешь голосовать? Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery, and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. Могу помочь. I appreciate the thought, but you're new here, and I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. Выяснить, как заставить Маллеола не участвовать в выборах. Демократия в действии. Я пойду. All right. В Риме же постоянно выбирался правитель, и он мог поменяться даже во время войны. То есть это ужас. То есть когда кто-то там командует, строит там какой-то план по войне, приходит новый правитель и может все засрать ему. То есть весь этот план он может к чертовой матери поставить и сказать: не-не-не, мы по этому плану жить не будем. Точнее, воевать не будем, давай что-нибудь другое. Ля, какая пышка. А где сладкий рулет? Чаша с едой. Это морковь фиолетовая. Такое она была до того, как начали выращивать современную оранжевую. Да, клево. Рыбов. Акведук. Ну блин, вот эти статоры мне вообще не нравятся. Привет, подруга. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Я не варвар. Расскажи о себе. I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Я не из этих краев. Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Now, remind me, why are we having this conversation? Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Что ты думаешь о золотом правиле? You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? Наверное, лучше не стоит оскорблять богов, просто на всякий случай. Справедливый вопрос.
Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought. Ну что ж, по крайней мере, мы знаем, что богохульство не нарушает золотое правило. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. Проверь. Сдается мне, рано или поздно мы это выясним. I suppose we will. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Нет. Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Могу помочь? I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Когда ты последний раз ее видела? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. Она с кем-то встречалась? I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Почему? Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Возможно, это как-то связано с ее любовником? I don't know, but it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Сентия, Сентила, почему у вас такие похожие имена? You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest, and my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Scintilla. Ну да, в Риме по фамилии семьи называли дочерей. Только мужчины нормальные имена имели. Ладно. Ты удивительно спокойна, учитывая исчезновение собственной сестры. Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Блеф. С этим ты знаешь больше, чем говоришь. Это правда. Просто наблюдение. С этим ты знаешь больше, чем говоришь. Oh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Ну, какая злая. А мы еще поговорим. Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian. Видишь, какая злая. Заруинил диалог, получается. Уф. Ну что это такое? Что там прогружается, когда я за эту колонну смотрю? Опа, постойте. Магистрат. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Я кудесник. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains many hundreds of years ago. Он знает. Здесь прекрасно. Indeed. More importantly,
Consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Да. Не припоминаю. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Что здесь считают грехом? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Разумно. Мне кажется, это не лучшая идея, не все, что законно, соответствует нормам морали. А в местах, откуда я родом, многие ваши законы и обычаи считаются варварскими. Да. Разумно. I'm glad you agree. The key things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, murder, assault, and rape, as well as theft and arson and so on. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Когда ты говорил, что меня послала сюда Прозерпина, что ты имел в виду? Просто, если речь идет о законах Рима, то на кой черт мне говорить, что вот, а вот у меня... То есть, если тут есть какое-то такое правило, скажем, магии, да, которое при определенных условиях срабатывает, и там все превращаются в золотые вот эти статуи полуживые, то, скорее всего, они какие-то римские или более древние, чем более современные законы мира, где запрещено, ну, большинство вещей, которые были тогда разрешены. Когда ты говорил, что меня послала сюда Прозерпина, что ты имел в виду? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal.
It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Не понимаю, о чем ты. Ты прав, я из будущего. Разница времени примерно 2000 лет. 2000 years? That is unfathomable. Please tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? Все превратили в золотые статуи. Мне не попалось на глаза ничего особенного. Не буду его пугать, правильно. Хотя... Предупрежден, значит вооружен, да? Ну, все превратили в золотые статуи. Поздравляю. I have imagined it, our downfall, 1000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. Как устроен этот ритуал? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? В храме действительно лежали человеческие останки. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Сделаю все возможное. Well, I suppose that's all I can ask for. Почему ты не можешь провести расследование сам? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it will seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Ясно. Ты кого-то подозреваешь? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Ясно. Откуда мне знать, что во всем виноват не ты? Возможно, преступление связано с исчезновением Синтилы. Ah, so you know about that already. It's a devastating loss, of course, but that was over 3 weeks ago, and whatever happened to her, it didn't break the golden rule, so I don't think it's connected with our imminent demise. Still, if you happen to find her and return her to me, I would be eternally grateful. Откуда мне знать, что во всем виноват не ты? Me? Why would you suspect me? I've just told you, I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? И то верно. I'm glad you think so. Without trust, without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Да ладно, выскажи свое мнение. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. Если я это сделаю, ты поможешь мне вернуться домой?
If I understand Prosepina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Фига, он... Значит, такой парадокс путешествия во времени. То есть, ладно. Для римлянина это очень-таки неплохо. Думаю, да. Почему бы и нет? Да, думаю, да. У меня больше нет вопросов. Ah, good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Хорошо, я этим займусь. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Хорошо, я возьмусь за работу. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Сейчас же займусь. Это сделать задание приоритетным, маркеры будут показывать только связанные с ним цели. Сейчас же займусь. Грации. What now? Ничего. Alright. Я пойду. Тяньте. Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian! Какая злая. Ладно. Ступеньки гнутые. Ну, видимо, это специально сделано. Случайно такое не сделать. Сундук Сенти. Подожди, это может быть опасно. Динарий украсть чужое. Че, проверим? The many shall suffer for the sins of the one. What did you idiots do? Ты за Сентием в храм. Horatius, help me! То есть лучники появляются, которые всех своими стрелами в золото обращают. Вот это кара за кражу. Да. Так, дайте-ка я кое-что. Решение золотого правила, точнее, конец рекомендую последовать за магистратом вместо загрузки сохранения. Хорошо. Так, сейчас, секундочку. Залочу FPS на 30, тут ничего такого динамического. Ну, может быть, меньше прокрузов. Наверное, даже на 32 будет лучше. Может быть, это освободит некоторые ресурсы и не будет вот этого вот. Че, проследуем? Ау. Смотри, они нас пускают. Кара за кражу, конечно, да, жесткая. Но прокрутки какие-то дикие. Ну видишь, тут правила.
Нарушить хоть что-то, значит нарушил все. Пустой сенсии. Так, посмотрим, как это выглядит. Лупер. Угу. Рельеф Прозерпины. Знание археолога. Рельеф с изображением огромного круглого портала и Прозерпины. Римская богиня цикла жизни и перерождения. Миф ее мрачен. Она была похищена Плутоном и против своей воли принуждена к браку. Жесть. Чё, крутая идея, чат? То есть он приходит, приносится в жертву. И все сначала. Задание завершено, бежать. Так, что я могу сказать, чат? Лог в PS вообще никак не помог, мне даже, кажется, стало хуже. Тут я ничего трогать не буду. Вот сглаживание я бы нафиг убавил. Но это все не от сглаживания зависит. Просто обработка. Мне бы мыло выключить как-нибудь. Растение, просто обработка. Ну, вряд ли. Я сейчас выключу мыло и вообще ничего. Точнее, включу просто обработку, и картинка станет не такой же красивой. Ну да, сглаживание тоже нужная вещь. Растительность высокая. Да пофиг, чат. Ладно, потерпим вот эти прогрузы локаций. Потому что картинка слишком сильно ухудшится. Скорее всего, это Unreal, и будет очень плохо выглядеть. Может произойти в игру? Да нет, изменения применяются сразу же. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Я надеюсь, мы с тобой же разговаривали. I don't think so. I've never seen you before in my life. Тебя зовут Галерий. Сейчас ты предложишь мне встретиться с Энтием, чтобы он рассказал мне о золотом правиле. Oh, Bacchus, how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Не вопрос, я пойду. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Так. Что это? Рукоятка для канатной дороги. Примитивная деревянная рукоятка для канатной дороги. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Остановиться как? Спасибо, я пойду. All right. See you around. Если я разгонюсь по этой канатной дороге, то в конце я куда-нибудь улечу. Ну-ка. Ай. Ладно. Пойдем. Я говорю, не люблю игры на Unreal, потому что все используют встроенные в Unreal вещи. А встроенные в Unreal вещи как бы рассчитаны на мощные компьютеры. То есть они не используют какие-то дополнительные средства оптимизации игры. Слушай, она тут не стоит в этот раз. Будущее изменилось, прошлое изменилось. А, да. Галерия в магистраты. Парируемо. Я лучше выпью коронный напиток Аврелии. Так, прототип. Кажется, кто-то приложил много сил, чтобы сделать этот прототип канатной дороги. Угу.
Тут живет наш товарищ, судя по всему. Сундук галерея. Поэма галерея. Читать можно? Любовная поэма, посвященная неизвестной женщине. Мучительна жизнь моя была, словно отважные 7 подвигов Геракла. Несмотря на смерти, ужасы, оковы, я смело пережил бы это снова, ведь боль, страдания, горе и потери в итоге привели меня к тебе, горящий как огонь священный Рима и греющий меня неизъяснимо. Увы, не станешь ты моей невестой, неукротимо это пламя Весты, но коль могу любить на расстоянии, я счастлив и свободен от страданий. Всё. Так, ну благо это нам по жопе не дает. То, что мы читаем чужие записки в сундуках. Ливия. You, Sisyphus, attack or pursue the stone that always returns. Ага. Скрижаль. Свершивший грех погубит всех. И везде деньги положили, смотри, хитрые. Кавалерийский шлем. Тут Гораций живет, так. Древнеримский кавалерийский шлем с маской и гребнем из окрашенных конских волос. Сосуд. Гарум, соус из ферментированной рыбы, используемый в качестве приправы. От него исходит слабый соленый аромат. Рыбки. Интересно, вкусный соус? Ну, блин, из гнилой рыбы. Ну, из ферментированной. На что он похож, интересно, по вкусу? То же самое. Ну да, одинаковые бутылки. Знамя. Знамя легионера первого италийского легиона. Вероятно, принадлежит Горацию. Есть же какой-то современный соус. Не знаю. Римский щит. Одна из разновидностей древнеримского щита, известная как скутум. Еще один сосуд. Он очень любит этот соус, судя по всему. Пусто. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't you? Я думаю, ты не выдержишь конца игры, как так воровать нельзя. Это вообще ужас. Слышу, слышу. А чё смотришь? Макет арены. Маленький деревянный макет арены, вероятно, арена Ди Верона, построенная в 1 веке, используемая по сей день. На века обстроили. Вергилий. I am the storm. 69 динариев, а нет. Кошмар. Ну я уже как бы не выдержал, я уже стащил монеты в начале. Ixion turns. Тяж с едой. Морковь фиолетовая. Лампу держит. I love your clothes. So exotic. 250 динариев. Ну блин, так деньги положили, как будто стоит поворовать. Ну, если можно будет поворовать. Покупатель, будь бдителен. Ага. Подставу чувствую. Сейчас, подожди, я погуляю тут, поисследую. Пивной чан. Большой чан для пивоварения. На поверхности слой из мелких тонущих насекомых.
Ну хотя, бродит же. Склянка. Маленькая склянка с примитивными духами, сделанными из цветов и масла. Латунное зеркало. Латунь была отполирована до состояния примитивного зеркала. Его использовали для нанесения макияжа. Кожа всегда такая желтая. Склянка с духами. Ключ от сундука Аврелии. Украсть. Ага, сейчас. Ну, слушайте, так... Как будто я должен украсть, чтобы чего-то добиться. Опа, подожди, деньги сохранились. То есть я могу натырить и уйти? Мне надо будет натырить и уйти. Это надо будет использовать. Unless you want me to slip some hemlock into your next drink, get out. Что такое злая? Oh, do us all a favor and drink hemlock, Caput Murder. За шо? Злая какая. Ну, погулял я у тебя, тренировочный манекен. Похоже, Домиц использует его для тренировок. Интересно, зачем он тренируется? Второй пияда. Римский горшок с мочой, который древние римляне использовали для стирки и отбеливания вещей из-за содержания в нем аммиака. Ну, одежда пахла замечательно. Ларри. Маленькое домашнее святилище, где древние римляне молились о защите. Тени бесплотные, бескостные, бытию подражают былому, но неведомо им. Гладиаторский щит. Похоже, Домиций прибыл в город со своим щитом. Ага, дом Домиция. Здесь Фил устроил оргию с 4 девушками и в равной мере разочаровал их всех. Башенка для игры в кости. Металлическая башенка для игры в кости изобретена для борьбы с жульничеством, которое явно было распространенной проблемой среди римлян. Кажется, надо сначала общаться, а потом шастать. Привет, подруга. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls, but it does not notice the crowds that come. Расскажи о себе. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Извини, но я не понимаю, что это значит. Ясно. They never do. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? There is only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. Тебе нужна помощь? Help me? You cannot help me. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Выяснить, почему Ливия странно себя ведет. Что думаешь о золотом правиле? The bloodless shadows. This is their punishment. А, я пойду. The newly arrived are ignorant of the road before them. По следующему, если это на движке Скайрима. Нет, нельзя. Just as the ocean accepts the rivers of all the world,
So this place accepts all the Тут на движке souls, Скайрима, извините. but it Просто does мод. not notice the crowds that come. Раз это бывший мод на движке Скайрима, вот. Теперь это на Unreal отдельная игра. Я The пойду. newly arrived are ignorant of the road before them. Надо было проверить, есть ли карманная кража, потому что в Скайриме не есть. Да все ты можешь. Че ты обманываешь? Вон, смотри, башкой вертишь. Вруша, вруша. Сундук Неви. Ключ от сундука в храме Аполлона. Взять. Это не будет кражей. Подожди. Да, это не кража. Сундук Ливии. Денег. 1 штука. 1 штука денег. Кто и кувшин в руки положил? Что за издевательство? А? Ну, сними его. Нельзя никак. Видимо, вырезали карманные кражи, когда переносили игру. Ну или в моде не было карманной кражи, потому что ее тоже отключать можно было. Стеллаж с травами. Деревянный стеллаж, в котором хранятся различные высушенные измельченные вещества. Лукреция. Деньги. Кукла. Примитивная кукла, похоже, кто-то ее обожал. Уф, она вся слюнявая. Или это остатки какого-то покрытия стертого просто. Наверное, второе. Наверное, это покрытие. Примитивная постель. Грязная вонючая подстилка какого-то бедняка. Помогу, как смогу. Не убежали. Так, видимо, эта тропа куда-то выходит. Старый сундук. Стрела с оперением, сосуд с вином. Мы, похоже, будем стрелять. Сложен последний сосуд. Подожди. Последний сосуд с вином в городе. О, сюда. Я царь алкашки. Ага. Спустились в сады. Так, ну подожди. Там еще что-то было. Пусть боги будут добрее к тебе, чем они были к нам, незнакомец. Да, бежит. Прям куча этих статуй. О, еще сосуд вином. Не последний, значит. Обманули. А эти трались, да? Она ему вмазать хотела. Или ей. Ей. Так, на это наверх ведет.
Кто это сказал? Это, говорят, статуи, но я не вижу поблизости тут статуи. Корабль. Чья-то голова, лицо, арфа. Бродит бесплотные там и бескостные бледные тени. Записка от Ливии. Нифига она далеко живет. Сокровенные, почти поэтические бредни Ливии. То место зловещим зовется. Считай свое подвергал нутро растерзанию на 9. Пашин растянутым он был, а ты не захватывал, Тантал, капли воды. К тебе наклоняюсь, отстранялись ветви, на гору камень, Сизиф, толкаешь, он катится к низу, вертится, там Иксион за собой, и от себя убегая. И замышлявшие смерть двоюродных братьев Белиды возобновляют весь век, чтобы снова утратить их струи. Нет, только не струи. Так, а перевернуть-то можно? Нет. На, подруга. И тут драка была. Смотри, какой-то римлянин дерется. С каким-то амбалом. Ить. Попробуй строй. Начало, по ним можно было бы забраться, если бы только они могли выдержать мой вес. Но, видимо, потом смогут, да? Какая табличка. Ага. Стрела с оперением. Деревянная стрела с хорошим оперением и острым наконечником. Понятно. Ничего у меня нет. Так, давай поднимемся еще выше. Где-то вроде можно было. Вот, лесенка. Чё, куда бежишь, мужик? Ты сказал, лучше не прыгать. А то вдруг тебя не станет. Деревянный барельеф. С изображением рыбы. Похоже, он может иметь какое-то религиозное значение. Но рыба — это символ христиан. Они так скрывались. Странно, что мой историк не знает этого. Буханка хлеба. Надкусанная буханка хлеба еще свежая. Тот, кому она принадлежит, похоже, еще не доел ее. Кража. Так, нет, не красть. Каменный диск. С вырезанным символом рыбы. Похоже, имеет отношение к религии. И хлеб имеет, и рыба имеет. Христиане, вы тут? Заперто. Молитвенник у них здесь. Видимо, тот римлянин сражался с каким-то христианином. Ну, который в статую превратился. Колесовали мужика.
Деньги. Привет. Тепло тебе? Здрасте. Что тут происходит? Старый свиток. Старый свиток, в котором автор приводит доводы против существования золотого правила. Миф о золотом правиле. Город-младший. По нашему обычаю стоит начать с выражения почтения Богу, ответственному за этот город. Он дарует процветание и спокойное уединение, а посему заслуживает высочайшего восхищения. Но здесь я должен отступить от обычая, ибо попытка этого Бога навязать нам строгие правила является деспотичной и чрезмерной и заслуживает презрения. Заберем, мало ли кто увидит, что случилось с тем, кто это сказал. И прям смотри, посреди питья, скажем так, стал статуей. FPS очень плохо. В этом месте особенно. Все бухали. Деньги. Потому что очень большая локация и очень насыщенная. Так, там мы были. Что сторожишь? Ну, там сундук и скелет. Скелет. Ты можешь отойти? Видимо, что-то надо сделать, чтобы вот такие статуи исчезли. Помазать им, например. Так, там ничего. Да и нельзя туда. Пойдем дальше исследовать верхний город. Так, что еще? Записка от Дули. Я этого не делал. Записка от Дули, в которой он заявляет своей невиновности. Дули, ты чё? Hello? Ты Дули, я как понимаю. Сейчас, подожди. Hello? Hi. Расскажи о себе. My name's Dooley. I live here now because I got in trouble and they said they had to lock me up. Что ты натворил? I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Угу. Ты решил, что ты собираешься что-то украсть? Yes. But I wasn't. I was just looking. И все? They said I did it. More than once. But I can't remember things so good. Then they called me mean names. They called
They called me a liar, Billy. Сейчас, секунду. Так, я тут скушал конфетку, это живот бурчал, говорит, есть хочу. Помеха. Yes. They said I have to live here now, and gave me this letter. But I'm not good with words. Do you think you could read it for me? Конечно. Магистрат Синтии объясняет, что Дули был заперт, чтобы предупредить его попытки вторжения. О, можно в режиме чтения эту записку прочитать. Магистрат Синтии Дулию. Пишу в связи с вашим неисправимым антисоциальным поведением, вызванным одержимостью потерянным сокровищем. Я сочувствую вашему положению и тому, что ваш опекун Ганнибал умер несколько недель назад. И хочу донести важную мысль. Сокровище, которое вы ищете, не существует. Учитывая ограниченность вашей памяти, скорее всего, просто что-то перепутали. Кроме того, поскольку вы несколько раз были пойманы при нарушении границ, в том числе рядом с цистернами, доступ к которым строго запрещен, я был вынужден сделать вывод, что вы являетесь помехой для нашего общества и должны быть ограничены в свободе, чтобы не нарушить золотое правило. Я надеюсь, что это письмо поможет вам вспомнить, почему вы находитесь в заключении, если в дальнейшем у вас будут провалы в памяти. Он читать не умеет. Тут говорится, что тебя несколько раз ловили на незаконном проникновении и заперли, чтобы ты не нарушил золотое правило. My treasure. Какое сокровище? My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then he died. It was very sad. He said if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. Звук? But I couldn't find it. Что All I происходит? remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius. And Ek, the priestess lady. She's a nice lady. Если ты дашь мне ключ, я пробую узнать, что он открывает. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. But maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. Давай поговори с магистратом, узнаю, как тебя отсюда вытащить. Магистрат поместил тебя сюда не просто так. Давай поговори с магистратом, узнаю, как тебя отсюда вытащить. Galerius already tried that. He said the magistrate wouldn't listen, no matter what. Тогда может стоит завести нового магистрата. Может, я просто вытащить тебя? What about the rules? I don't want everyone to get in trouble because I was bad. Тогда может стоит завести нового магистрата. Like Galerius. He's nice. I like Galerius. Ага. He made me a doll and everything. If you help make him magistrate, he can get me out of here, and I can give you the key to my treasure. Hannibal said it was in the cisterns. I can't remember what it was, just that it was way up high and very precious. Угу. Посмотри, что можно сделать.
пояснить, как попасть в верхнюю цистерну. Ты знаешь, как отсюда выбраться? You're going to let me out of here? Really? Даже я могу попробовать. Давай поговори с магистратом о том, чтобы тебя выпустили отсюда. Речь не об этом. Я спрашиваю, не знаешь ли ты, как отсюда сбежать? Oh. Please. I hate it here. It makes me very sad. Не бери в голову. Что думаешь о золотом правиле? Gold? You mean treasure? Давай поговорим о твоих сокровищах. My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then he died. It was very sad. He said if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius. Как-то можно пропустить? О, можно. Очень долго, ясно. То же самое просто. Я пойду. Bye-bye. Удачи. Hello. Have Спасибо. we met before? Да, встречались. Я пойду. Bye-bye. Он ковыряется в замке, он же взломать может и нарушить Salve, золотое Dooley. правило. How are you doing today? I'm sad. Am I going to die in here? I don't think so, my friend. It's election day today. Perhaps our new magistrate will be kinder than Sentius and let you out. I hope so. Galerius, what happens when you die? You're not going to die anytime soon, Dooley. My mother told me, when you die, a ferryman helps you cross a river and your spirit lives on in the underworld. Is that true? Well, yes, but Is it true that if you were good, you get to go to Elysium, but if you were bad, you get punished forever and ever in Tartarus? something like that, but What if I die and go to Tartarus because they say I've been bad? I'm not going to let that happen to you, Dooley. I promise. Thank you, Galerius. Thank you. Now, I have more work to do, but I'll visit you again soon, alright? All right, Galerius. See you then. Хороший мужик, слушай. Ah, it's you again. Hope you're settling in, friend. Now, what's on your mind? Расскажи о себе. Well, it's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Тот, который нас встретил. Прекрасный мужчина. Всем помогает. Никуда не спешим. I'm a farmer. Always have been. I grew up in a small village in Britannia, Camulodunum, with my parents and two little sisters. Lovely part of the world. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. Sprinted so fast I almost threw up, but by the time I got back, he was bleeding out on the ground, and our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young, and it was a struggle. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. These legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who they were, and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead.
And they left me alive to see what they'd done. Still burns whenever I think about it. Соболезную. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of Britons in a rebellion against the Romans. Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself being transported all the way to Rome to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' ways, Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. I'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming and shouting. I'd never seen anything like it. Human beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest is a blur. The next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Stumbled across this place, and I started my life over again. К счастью, все хорошо закончилось. That's what I thought too, for a while. But it seems the gods aren't done tormenting me yet. See, I finally had my own farm again, safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the Legion thugs who took everything from me. I'm right back where I began. But don't you worry, Nemesis is waiting. And he'll get his, one day. He'll get his. Forget I said that last part, will you? I get carried away sometimes. Смотрим. Конечно. Thanks, friend. I knew I liked you. Anyway, that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? То есть магистрат, прикрываясь золотым правилом, пользуется своим положением. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Well, as much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field, isn't it? But Scintilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way out. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. Что думаешь о золотом правиле? Oh, I don't give it much thought these days. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know? Что думаешь о выборах? I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus is almost as bad. Even I could do a better job. Me, a farmer. And I've never given a speech or put on a toga in my life. А тебе не хотелось бы самому стать магистратом? I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the election stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. That's good enough for me. Думаю, нам останется лишь ждать, освободит ли его Мариола или нет. Почему Дури сидит в клетке? Because Sentius put him there. Poor Dooley was just wandering around looking for some imaginary treasure. Now a magistrate accused him of being a thief. That's nonsense, of course. Dooley's the most harmless man you'll ever meet. But Sentius really has it in for him, for some reason. Поговорим о чем-нибудь еще. Gladly. Я пойду. All right. See Так, you around. нужно заставить его каким-то образом стать магистратом. Косметическая банка. Латунная банка с каким-то порошком для макияжа. Ой. Там, наверное, этот... Как его? Свинец.
Пристас. Ой, горшочки. Как дела? Отлично. Сейчас я сохранение сделаю отдельное. Новое. Вот так вот. Хай. Опий вор, он спер мой кошелек, и я, кто бы это ни писал, он не успел закончить начатое. Странно, что тут статуи не стоит тогда. Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Салва. Empire. I'm Decius. Деци. Расскажи о себе, Деци. You mean how did I end up here? That is a lengthy tale. Расскажи. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, open to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing through a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. Ты взял повозку, верно? Of course I chose the cart. I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. So I put my hand on the cart, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. Выходит, ты все-таки взял ее с собой. Кажется, я догадываюсь, к чему все идет. Выходит, ты все-таки взял ее с собой. No, I dived in after it, of course. Aren't you paying attention? It was a bloody fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank, not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. Соболезную. Thank you, friend. But it turns out it might have been a stroke of good fortune, because this place is a veritable treasure trove. Look around you, there must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. Угу. Ты знаешь, как отсюда выбраться? I'm afraid not. If you're desperate, I did hear that Aurelia down at the tavern claims to know of a way out, but I'm not sure I trust her. Some people here are a little shady for my liking. Заплыть с Арелией нам нужно время вспять обернуть. Спасибо, вы сохранили бдительность. Подожди. I'm afraid some... Правда, мне так не показалось. Oh yeah, gotta watch out. Old Decius has got your back though. Ага, я думал, что-нибудь расскажет. Что ты думаешь о золотом правиле? It's terrible for inflation is what it is. There's so much gold just lying around, it's practically worthless. At least down here. Of course, I have an idea for generating real wealth, but what I need is a bow. Just a simple composite bow. I've scoured this city from top to bottom with no luck. But if you happen to find one, bring it to me and we'll talk. Угу. Магистрат ведь запретил оружие. Oh, well, technically yes, but that just means you'll need to be a little discreet. Угу. Посмотрим. Thank you, friend. За кого будешь голосовать? Malleolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have of protecting us? Факт. Мне бы хотелось, чтобы ты проголосовал за Сентию. Придумай что-нибудь еще. Certainly. Я пойду. Very well. Another time. Буханка хлеба. О, бесплатный хлеб. Круглая буханка хлеба, которую можно разделить на кусочки. Похоже, что ее может взять любой желающий. Класс. А если я много возьму? Мне кажется, это не очень хорошо. Давай попробуем. А, все? Мельница.
Каменная мельница. Похоже, что мука и зерно насыпаются сверху и перемалываются между камнями и вращением рукояток. Интересная штука. Птички поют. Римский рецепт хлеба. Простой рецепт выпечки хлеба. Ингредиенты. Щепотка дрожжей. Зеркалина. Щепотка соли. 2,5 стакана теплой воды. 450 грамм муки. Интересно, какие эти дрожжи были в Риме. Рецепт: налейте воду в миску для смешивания и растворите дрожжи. Насыпьте муку в отдельную миску и постепенно добавьте воду и соль. Замешивайте тесто, пока оно не перестанет быть слишком липким. Накройте тесто и оставьте в теплом месте на час, чтобы оно поднялось. Выпекайте до золотистой корочки, а потом дайте остыть. Было бы иронично какой-то противный рецепт написать после бесплатного хлеба. Было бы забавно, да. Чат, записали рецептик себе? Идете готовить? Опа. Секунди и Цитера были вместе до конца. Столько всего. Столько интересного, столько внимания к деталям. Да, мужик? Сок сильфия. Флакон с соком сильфия, чрезвычайно ценного древнеримского средства от различных недугов. Угу. Красть я его не буду. Где-то птички поют, но птички я не вижу. Весы. Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. Why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Вергилий. Мне нравится, как они поворачиваются. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. Расскажи о себе. Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people, that kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Очень интересно. Расскажи об истории города. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. Но ведь римляне все время копируют греческое искусство и архитектуру. Ну да. Все, кстати, почти все дожившие статуи до наших лет не римские, на самом деле, а греческие. Копии. Ой, наоборот, не греческие, а римские копии. Говорился. Что это значит? Но ведь римляне все время копируют греческое искусство и архитектуру. Well, yes, that could be the reason. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Расскажи мне об архитектуре города.
Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake and allows us to fish and farm. Если по ним в город попадает вода, можно ли использовать их для побега? Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. Ага. Расскажи о храме на обрыве. You mean the great temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, there's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the golden rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Поведение NPC 1.1 Скайрима. Блин, могу ошибаться, но Скайриме, по-моему, они встают, стоят, начинают смотреть на тебя, когда они так врезаются в кого-то. Но это не точно. Поговорим о чем-нибудь еще. Of course. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I'd tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the golden rule. But once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. В смысле? Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Noviomagus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Что думаешь о золотом правиле? Some people say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Наверное. Good. Then I hope you'll agree that there are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. And it seems leaving may not be an option. А как лишить Бога силы? Good question. It's best if I say no more, but I hope you'll give it some thought. Я заметил надпись, чего кому-то считать тебя грешником. Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. И римлянам? В смысле, им не нравится. Несостыковочка. Тебе нравятся мужчины? Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility.
The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Продолжай. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least I thought that was the case. It seems I was wrong. Не все одобряли, конечно, но явно не так сильно порицалось. Ну да. То, что не все одобряли, это понятно. Всегда найдется кто-то против чего-то. А ты знаешь, кто пишет эти надписи? It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. Лук не If сделал. I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Подслушивает, подожди. Подождем, пока он идет. Ладно, давай, сектантов. Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Давай выясним, кто это. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Теперь этот стражник вызывает у меня вызывает другие мысли. А где КП Прайд в твоем сообщении, я не понял. Сейчас займусь. Смотрим. За кого будешь голосовать? Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. Я могу как-то повлиять на твой выбор? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Я пойду. Nice to talk to you. Действительно. Ящик Пандоры. Жрица сможет ей помочь. Выяснить, что беспокоит Лукрецию. Маркер. Жрицу надо найти. Пекатор. Грешник. Уф, огонь. Горячо. Набор красок. Краски для одежды. По-видимому, их добывали из растений и насекомых. Прикинь, сколько жуков надо собрать, чтобы сделать какой-то определенный цвет. Сундук Георгия. Кровать из золота. Я надеюсь, они людей не выплавили ради этой кровати. Это было бы очень неэтично. Слушай, а если я этим старым людям покажу свой фонарик? Как они отреагируют? Эй, смотри. That lamp. Never have I seen its equal. I've never seen a lamp like that before. Remarkable. Они правда реагируют. Лол. Так. Наковальня.
Римская наковальня, она выглядит странно без рога. Должно быть, это более современная версия. Глаза, если светить, да я вроде в них и светил. Salve. Сальве. Ну я в них светил. Я не думаю, что у них есть хитбокс. Меха. Пара мехов, используемых для задувания воздуха в топку и повышения жара. Лопата. Почему-то она вся в меди. Римская кочегарная лопата из бронзы. А, она из бронзы. Пахнет золотом. Золотом, золой. Она бронзовая. Я думал, она вся окислилась, то, что на ней типа медь покрыла ее. Кровать сломанная. Сынок Вергилия. Записка с обвинением. Знаменитый запах золота. Записка, намекающая на то, что Вергилий грешник. Вергилий, может, что они еще не видят, но я хочу, чтобы ты знал. Я вижу тебя. Ок. Вергилий, неужели ты хочешь быть ответственным за грех, который уничтожит всех нас? Больше надписей нигде нет. Sometimes I stare at the great temple on the bluff, and I think, whatever is in there, it has to be important. Fortune smile on you, brother. Галерии. Greetings and salutations. Greeting and salutations. I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? Его народа пока не существует из-за пределов известного вам мира. Then you are an explorer, like me. Wonderful. You must have many stories to share. I cannot wait to hear them. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? Расскажи о себе. Ой, ты знаешь, как сюда выбраться? What are you playing at? Знаешь, как отсюда выбраться или нет? Прости, я что-то не то говорю. Have you not been told about the last attempt? О предыдущей попытке. Oh, then I suppose this duty falls to me. Ah, it is a long story. Может, расскажешь? Of course, the first question any of us asks when we first arrive is, how do I escape? It is only natural after all. And scaling the chasm wall is out of the question, for it is simply too steep and too far. But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in, through the shaft above the bathhouse. See, the shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out. Мне это по силам. Почему никто не пробовал так сделать? They have. I am getting to that. There was an attempt made by resourceful fellows who lived here some years ago. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard a godlike voice shake the entire city, and that, tragically, is where their tale ends. So it seems that to merely attempt escape is to invite the wrath of whichever god oversees this place. And so I say, it is best to not even discuss it aloud. Понятно. Спасибо. Так, лестницу в руки не брать. Расскажи о себе. My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum.
Зачем здесь портной? You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule, and so few customers, why bother setting shop at all? Ну, в общем, да. I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Springtime. Пожалуй, соглашусь. Oh, and there is another reason too. If we all end up as golden statues for future generations to marvel at, I don't know about you, but I would like to look my best. Как ты здесь оказался? A good question. A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. Расскажи мне хотя бы то, что ты помнишь. Почему звук пропадает иногда? I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of wares, and drowning in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Выходит, ты плыл по Тибру. Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Видимо, нас всех вытащила одна подруга. Поговорим о чем-нибудь еще. Anything you like. Что думаешь о золотом правиле? Ah, yes. The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how our gods operate. Почему ты так считаешь? Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one. Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and dry. Nothing grew. The grain turned to empty husks and the rivers dried up. Innocent people died by the tens of thousands until at last the other gods were forced to act, lest they have no worshippers left. So yes, we know this rule. This has always been the case. The Golden Rule has merely brought it into focus. А можем что-нибудь сделать? If we are to survive, I say we must each keep the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, avoid doing what you would blame others for doing. Вроде довольно просто. It does, doesn't it? But it is not enough for us to do this alone. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. Знаю, довелось это увидеть. The voice of experience. I am sorry for your loss, my friend. But on a lighter note, I will say one thing for the Golden Rule. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for my clothing, do they not? За кого будешь голосовать? That, my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Будем о чем-нибудь еще. But of course. Не знаешь, кто угрожает Вергилию? This is troubling, is it not? I'm afraid I have no idea. It is ridiculous though, Virgil is a fine man. But my young friend Fabia confided in me
that she saw someone leaving graffiti on his shop front last night. Perhaps you should ask her about it. Фобия. Окей. I hope that our paths cross again soon, my friend. Увидимся, дружище. Дай 5. Куда бы дальше пойти? Здрасте. У вас тут больничка? Медицинские инструменты. Набор примитивных медицинских инструментов, включая щипцы и ножницы. Кошмар. Старый сундук. Записки на авиалечении. От ревматизма помогает кора ивы. Записки лечения. Метеоризм, ревень, язва, горчевка. Боли в животе, лакрица. Ревматизм, кора ивы. Нарывы, алоэ. А, взять надо. Все. Ступка и пестик. Не сильно изменились за последние 2 тысячелетия. Ну а чё? Чё ему меняться? Простая вещь. О-ля-ля, Аполлон. Большая каменная статуя Аполлона, римского и греческого бога болезней и исцеления, помимо прочего. Лукреция. Так и застыл в мольбах. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Sylphium, but that Culus cumulatus decius won't give it to me. И очень жаль, хотелось бы мне чем-то помочь. Деци. It's too late. She just slipped away. Что произошло? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally, I'd treat her with resin of Sylphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Я могу чем-то помочь. Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that Sylphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day, or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that Genetricum Fututo and scratching his eyes out. Посмотри, что можно сделать. Опасные речи. Посмотри, что можно сделать. Расскажи о себе. I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. Как ты сюда попала? My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right.
So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. Не жаль, ясно. Мне жаль. It's all right. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Почему ты работаешь в храме? Oh, this shrine was in use as a clinic long before any of us arrived here. Kind of strange to set up a clinic in the temple of the god of disease. But the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose praying to Apollo for healing kind of makes sense. Скажи мне побольше про Невию. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was good too, until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying, but I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. Кто? I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Я уже знаю, чем лечить ревматизм. You did? That's unexpected. But tell me, what is it? Корой ивы. Willowback. I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you. If this works, it should settle Rufius down some. I have some right here. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. Щепотку коры. Кора ивы. Горшок с мелко порубленной корой ивы используется для лекарственных целей. Чё, правда помогает? Такая мисочка прикольная. Ладно. Ладно, я все сделаю. Thank you. I'm really glad you arrived when you did. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? I wish. Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on everything you can imagine. Что думаешь о Золотом правиле? A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Мне постоянно что-то шепчет статуя. Это нормально? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad.
Расскажи мне побольше про Невию. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, Так. not a physician, until she suddenly lost the last, Так, and then she's это мы been gone so слышали. long now. But I read one of Да, блин, продолжай. has become so irritable. I just Да, в смысле? you did. Will I have? Еще дашь? Ну, спасибо, подруга. Ладно, все сделаем. Thank you. I'm ready. Блин, нафига две строчки на один квест выходит? Может, и последний тоже выйдет? Можем поговорить про Юлию? Sure. What do you want to know? Как думаешь, ее кто-то отравил или она сама? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and so maybe it's best we don't discuss it. Ты знаешь, что за яд ее отравил? Hemlock, I believe. Она могла решиться на самоубийство. I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas's villa, and they are quite secretive. Поговорим о чем-нибудь еще. Gladly. Я пойду. All right. Well, thanks again for helping remove the thorn from the lion's paw. The spirit of Androcles smiles upon you. Две караивы есть. Ну чё, мне ж лучше, да? Пусто. Тут у нас что? Заперто. Да что за дверь лагучая? Так, видимо, она тут и закрылась, это Невия. Аллой. Показалось. По канатику, возможно, можно. Да нет. Слушай, а я не умру, если я с такого каната скачусь? Там просто падать? Прилично так. Уже, кстати, поздно, наверное. Мы долго бегаем. О, туалет. Туалет. Общественный туалет. Наверняка пользование этими дырами сопровождалось использованием губок на палках. Наверняка. Палочка с губкой. Маленькая... Негигиеничная ачивка получена. Маленькая палочка с прикрепленной губкой. Должна быть, римляне использовали ее вместо туалетной бумаги. Похоже, она предназначена для общего пользования. Лучше поскорее положить ее на место. Что мучиться не будешь. А может, и буду. Ноги себе сломаю, буду лежать и стекать. Всегда помни, они наблюдают. Но представьте, как легко покончить жизнь в этом месте. То есть ты просто говоришь, как мне все это надоело. Идешь так, о, яблочко лежит. Оп, взял. И все. Смерть. Но хотя эти статуи не умерли, они типа живые. Так что это, наверное, хуже. Help! You have to do something. Ты кто? A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. Оружие. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Сделайте мне это оружие. Подожди, а ты вообще кто? Как ты думаешь, что угрожает Вергилию? Почему это должно меня волновать?
Что мне сделать? У меня нет оружия. None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. Лук. You'll just have to improvise. Сейчас же займусь. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Нет. Слышала? Может, нам не стоит там встречаться? What? We don't have time for this. I have to go. Не обращай внимания, не знаю, к чему это я. Уа. The shrine is collapsing. Живая? О, хлебушек. Круглая буханка хлеба. Fabia, no! Oh God, she's dead. Did anyone see that? The whole shrine just collapsed on her. Oh, Fabia, why did you have to go in there? Poor sweet girl. Oh no. Ну и в чем? I can't believe she is dead. Fabia, I mean. She walked into that empty shrine, and the next moment she is lying dead under a pile of rubble. The gods are cruel and unjust. She was like a daughter to me. I'm sorry, friend. It's not right for me to lay my burden upon you. А статуя знала, что это случится. То есть статуя мне сказала, типа, нет, не надо. Слышу, слышу. Но не послушала. Не послушала. Бюст скульптура неизвестного греческого полководства, снявшего с головы шлем. Греческая ваза, на которой нарисованы люди и геометрические фигуры. Га. Еще один бюст. Голова юноши. Еще одна ваза. Еще ваза, на которой нарисованы некоторые сражения. Греческая ваза. У-ля-ля. Греческая статуя женщины. Греческая статуя, вероятно, богини, которой посвящен этот храм. Может, какой-нибудь местный грек знает о ней больше. Неужели мой археолог не знает? Жмите, чтобы пригнуться. Ctrl тоже, кстати, работает. Масляная лампа. Похоже, здесь недавно кто-то проходил. Некое сражение, еще одно. Загрузка. Куда я горжусь? Ладно. И долго загрузки длятся. Видимо, очень долго. Невероятно долго. О. Статуя, разваливающаяся греческая скульптура женщины. Похоже, она здесь очень давно. Куда же этот спуск идет? Лира. Греческая лира, на которой играли, ударяя по струнам плектром. Голова юноши.
Разваливающаяся греческая скульптура женщины, похожа на здесь очень давно. Это выход. Я свободен. Водиться. Ух, ё. Это там кто-то сидит. Скульптор, видимо, какой-то. Грохнуться не дают. Археолог. Скрижаль. Греческая скрижаль, которая переводится «совершивший грех погубит всех». Скульптура неизвестного греческого полководца, снявшего с головы шлем. Ну что ж, здравствуйте. Welcome, welcome. May I ask your name? Я кудесник. It's a sincere pleasure to meet you. Tell me, what brings you all the way down here? Я здесь случайно. Then perhaps the fates brought you here to learn the secrets of this place. I will tell you everything I know, but first, a request. I have been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. Так поднимись. The one thing I long for above all else before I die is a good philosophical argument with somebody astute. I'm hoping that person is you. Let us find out with this simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the golden rule? Пока что нет. You have much to learn. It's best if you figure it out on your own. Come back once you've made progress. Прошу тебя, скажи мне. Then you should speak with your contemporaries in the city above. Ask them about their stories and see if you detect a pattern of some sort. It is best if you come to this realization for yourself. You would never believe me if I told you. Угу. Ну, видимо, с ним пока не пообщаться. Оп. Блин, вот эти вот статтеры меня напрягают. Куда я сейчас выйду? Назад. Ладно. Потом вернемся. The many shall suffer for the sins of the one. Да что ж такое? Да-то согрешить успел. Ну подожди, он же в бане там грешил. Стой, куда ты? Ладно. Надо успеть что-нибудь стянуть, наверное. Опять загрузка. На самом деле там маленькая локация так долго грузилась, что капец. Надо пойти в бар, украсть там ключик. Ух. О нет. Разбитая посуда. Похоже, кто-то сломал ее, проходя мимо. Только не снова говорит. В ужасе. Пораженный незнакомец в ужасе. Загрузка. Не знаю, что тут, но я зайду. Ай. У-ля-ля.
Приветики. Не стреляй. А, ягодичка. Ага. Лестница тут неспроста, правильно? Сейчас мы умрем. Или нет? Уф, уф. Лево-право уклонение. Именем императора. Пока, мужик. Люблю загрузки. В начале мая. Уп. Ай, блин. Люций. Дмитрий. Мастер Малиол. Уп-уп-уп. Уп-уп-уп. Уп. Так, это куда-то вообще не туда. Не кради, не обижай никого, кто бы не выписал, то не успел завершить начатое. Да, блин. Подожди. А! Так и знал, что здесь можно пройти. Теперь. Уп. Он тоже всех погубит. Ничего не могу поделать. Блин, где же ключ? Тут был где-то ключ. Что ж такое-то? Звук исчезает. Идите. А. Вот же. Нет, только деньги. А. Вот я и золотце. Эх, анимации не было, я хотел посмотреть. Где ключ был? Что-то я не помню. Я не помню, где был ключик. Так, ладно, бежим. Тут только деньги. В противоположном, да, здании был ключик? Ай, блин. Пусти меня. Ай, блин. Сохранимся, пожалуй. Оп, с такими-то деньгами. Блин, закрыто. Не пройти. Деньги только. Тоже только деньги.
Бежим. Бежим. Блин, сундук с ключом, видимо, заблокировали, забаррикадировали. Ладно. Сенти, удачи. Ладно, зато у нас куча денег. Кто-то успел согрешить. Но кто? Здорово. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Кудесник, не знаю где я. Кудесник из будущего. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know, not right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here. Скажи, пожалуйста, какой сегодня день? We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? Какой сейчас год? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? Это не особо поможет до рождения Христа или после. Значит, 665 год нашей эры. CE? No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Не переживай, я знаю, что делаю. All right, friend. Suit yourself. Just don't do anything too reckless till you've spoken with Magistrate Sentius in his villa down there. See you around. Маверик. Так, у нас должно быть уже 1 000 000 денег. Да, 5000. Давай дальше исследовать. Так, это спуск к садам. А что наверху? Денежки. Ничейные. Ничейные, значит, не украл. На акведук не залезть, на кто-то, видите, залезал уже, пытался. Ай. Жжется. Проедемся. Ой. Это мешочек постелили, чтобы мягко останавливаться. Ой-ля-ля. Туда лучше не падать. А сюда? Плавать я умею ведь. Бабочки, мох. Видимо, что-то смогу потом сделать с этим мохом. Мхом. О, сундук. Денежки. Мальчик хочет яблочко. Жаль, мальчик. Но это яблочко ты уже не скушаешь. И больше ничего. Ясно. Вылезаем. А вот и ферма. В моих руках фонарь. Гусь. Га-га-га. Га? С гусы не можно говорить. Козлик. С козликом нельзя.
Гусиные яйца. Кучка гусиных яиц, несённая городской гусыней. Моё. Опять бабочки летают. Видимо, тоже что-то можно сделать. Будет. Не просто же так они тут. Гусыня. Ага. Галерей. Салва. Так. Пойдем познакомимся с торговкой. Интересно, а лут из сундука исчез уже? То есть вот так выглядят стражи, да? Девы с луками. И вот сейчас страж стоит. Ну, привет. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't you? Поговорим? Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before, a certain learning and sophistication. Ну, прекрати, хотя нет, продолжай. Твое очарование не уступает твоей красоте. Извини, ты зря тратишь время. Твое очарование не уступает твоей красоте. Ugh, coming on a bit strong, don't you think? Что это, ведь ты начала? I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. So, what brings you to my tavern? Самосталкер. А, расскажи о себе. Ugh, let it go. Nothing's going to happen between us. В смысле? Ладно, надо будет потом с ней пообщаться нормально. Я хотел подыграть. Ты знаешь, как отсюда выбраться? You know, normally, I'd expect you to buy me a drink before asking if I want to get out of here. Как мило, но серьезно. Ты знаешь, как отсюда выбраться? Straight to business, huh? I can work with that. As a matter of fact, I do know a way out. I'm happy to tell you all about it, but this is valuable information we're talking about, and I don't just give it out like some cheap oracle. So, how badly do you want it? Is it worth, say, 1,000 denarii to you? Чё? Если ты нашла выход, то почему сама им не воспользовалась? Simple. It's a one-way trip, and I'm not ready to go just yet. I like my life here. One day, maybe, but not now. Это ведь безнравственно позволять всем этим людям оставаться здесь, зная способ выбраться. Как не понять, что это не обман? If I took your money without giving you what I promised, I'd be breaking the golden rule, wouldn't I? And I have no interest in doing that. Расскажи мне больше о том, что я покупаю. Well, I can't tell you too much, or you'd figure it out for yourself. But I promise you, you'll never have to spend another hour in this city ever again. Ну, пожалуйста. I'm impressed. Didn't take you long to gather quite the little fortune. And now for my end of the bargain. Here is your way out. Болиголовый бутылек со смертельным ядом. Болиголового, известного тем, что с его помощью
кончали с собой многие древние римляне. Ага. Это что, шутка? This is hemlock. Drink this and your life will be over in no time. Because the only way out of here is Так, death. понятно, кто его отравил. Congratulations on your purchase. Спасибо, наверняка мне лучше деньги. Sorry, a deal's a deal. No refunds. Сказать Сенти, что вы подозреваете Аврелию. Очевидно, это обман, но почему он не нарушил золотое правило? I offered to sell you a way out, and I did. It's death. There's nothing illegal about that. And I should know. This isn't exactly the first time I've made this deal, and it won't be the last. Угу. Это еще не конец. Oh, I think it is. Pleasure doing business with you. Но больше она ничем со мной не поторгует. Oh, do us all a favor and drink hemlock, Caput Murder. Видишь, какая. Значит, я теперь могу тебя попродить тут. You stay Посмотреть. away from my money. Вот ключ-то. То, давайте стащим его. Оп. The many shall suffer for the sins of the one. Out of my way. Оп. Дневник ее стащил заодно. Сейчас прочитаем. Только закончим все это. Ты сама виновата во всех своих прегрешениях. Давай быстрее. Дуй сюда, посмотрим, что он делает. Слушай, интересная задумка на самом деле. Да, исполнение неплохое. Еще бы движок менее лагучий. Уф. А в прошлый раз, помните, он тут нормальный лежал. Не прекратилось, видимо. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так. Ну и давай смотреть. Список граждан. Ключ от сундука в храме Аполлона. Старый свиток. Письмо Сенти к Дули. Списка на отвлечений. Болиголов. Ключ от сундука. Дневника Аврелии. Аврелия хвастается тем, что обманула Юлию и Ульпи. Надеется, что Малиол победит на выборах, чтобы она могла заплатить ему дань в обмен на виллу Сенти. Дорогой дневник, сегодня я праздную. Я, не надрываясь, заработала 1000 динариев, продав выход какой-то отчаявшейся дурочке. Конечно, не на такой выход она рассчитывала, но Болиголов тоже вариант. Будет знать, как критиковать мою прическу. И раз я не нарушила золотое правило, можно попробовать такой заработок еще раз. Дорогой дневник, снова сработало. Я снова стала богаче на 1000 динариев благодаря Ульпию и его отчаянному желанию сбежать. Конечно, тратить деньги здесь не на что, но меня завораживает сам процесс. По крайней мере, пока. Дорогой дневник, я наконец нашла, на что тратить деньги. Завтра Малиол баллотируется в магистраты, и он пообещал, что если я пожертвую ему достаточную сумму, то смогу жить на вилле старика Сенти, когда она освободится. Уж не знаю, как он собирается все это устроить, но все же нужно убедиться, чтобы он победил. Понятненько. Что-то еще мы взяли? Стрел, кстати, много. Приветствую, друг. Salve, friend. Ладно, скипаем. Не знаю, где я. Не переживай, знаю, что делаю. Все, отлично. I love your clothes.
So exotic. Давай быстрее иду сюда. О, а тут я не был, кстати. Что здесь? Зачем тебе статуя дома? Аж 2 статуи. Сундук Руфия. Незаконченная записка. Адресованная грешнику. Последнее предупреждение грешник. Руфий, блин. Расспросить Фабию о том, кто угрожает Вергилию. Каменный диск с рыбой. Угу. Христианин еще называется. Каменный барельеф. Фаллический оберег, который, по мнению римлян, обладал чудотворными и защитными свойствами. Защита. Вы чувствуете защиту, которая наполнен этот камень. Потрите его, и защита выльется наружу. Выплеснется. Мне кажется, у них любовь. Чернильница. Кажется, чернила, сделанные из сажи с водой. Резной лев. Выглядит по-египетски. Старая диковинная ваза с геометрическими фигурами. Интересно, откуда она? Тут, видимо, какой-то египтянин жил. Писка Хабаша. Описание: дневник снов Хабаша, где он рассказывает о своих повторяющихся снах, в которых появляется незнакомец по имени Херти. От Хабашу я рассказал Лакреции о своих снах, и она сказала, что если я запишу их, это поможет ей разгадать смысл. Вчера ночью все повторилось. Человек у реки был там. Как всегда, его лицо было скрыто тенью из-за необычного головного убора с бараньими рогами. Он снова представился Херти и сказал, что это он вытащил меня из реки. Херти ухмыльнулся, произнося свое имя, как будто оно означало что-то, чего я не мог понять. Это имя мне и правда знакомо, но я никак не могу вспомнить, где я его слышал. Теперь я не могу спать спокойно, пока не узнаю, кто же такой Херти. Еще одна ваза. Определенно не римская. Я слышу вас. Я слышу вас всех. Ладно, тут ничего. Cerberus lifts his triple head and Ну lets что, out подруга? his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't you? Есть лишь один способ выбраться, кто бы это не писал, его прерывали, возможно, трагически. Возможно. Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. And Извини, ты зря тратишь время. Припеки силы, я так и знаю, что ужасный человек. Извини, ты зря тратишь. Я так знаю, что ужасный человек. Хотя нет, продолжай. what was that? Some kind of joke? If it was, it wasn't funny. I take back. Да-да, то же самое. Что думаешь о золотом правиле? I just try not to think about it. Drink helps with that. As the saying goes, to drink is human, so we drink. Слышала какие-нибудь интересные сплетни? Certainly. For 10 denarii. На. Have you met Livia? She used to do my hair until one day she just snapped. This place has that effect on people. Now she just stands around caked in filth, muttering nonsense to herself. It's a real shame. Now I have to do my own hair.
Вот еще. I hear that if Malleolus is elected, he's gonna throw a small festival to celebrate, with entertainment and everything. Can't wait to find out what it is. Вот еще. There used to be a midwife here, Naevia, but this place drove her mad as a Maenad. Said she could hear the statues whispering to her. Can you imagine? Fortunately for us, she locked herself in the palace weeks ago and hasn't been seen since. Good riddance, I say. Вот еще. Centilla, the magistrate's youngest daughter, went missing a few weeks ago. Ну и то, что мы и так From under знаем. Daddy's nose. How can we trust him to govern a city if he can't even protect his own daughter? Идем что-нибудь Whatever еще. you like. Я пойду. All right. See ya. Сия. The 49 melodies fetch again. Ливия. With it just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. The newly arrived are ignorant of... Так. Что скажешь? Она и не реагирует на фонарик. А ты? Well, isn't that an impressive trinket? Тук-тук. А тут мы все обыскивали. Лукреции только деньги. Да вроде да. Так, ладно, не спрыгнуть. Что ж, Ixion тут turns. закончили. С этим квартальчиком все. Пойдем в бане, наверное. Баня у нас там. Whatever's in that great temple up there on the bluff, I bet it's worth a fortune. Привет, подруга. Help! You have to do something. A man arrived. Да-да. Сейчас же займусь. Thank you. I have to hide. Нет. Не иди туда. What? Why? Просто доверься мне. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Давай, Фабия. Трикстер. Мне нужен его лук. А если у него сейчас лук заберу, а потом вернусь сюда, он же без лука Stop будет? right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Нет, Квинца я не знаю. Да, он молится в небольшом храме неподалеку от входа в город. Второе здание слева от тебя. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Лол. Изи лук, получается. Давай, иди. Совершивший грех погубит всех. Ой, там записка. Подожди, почитаю. Предупреждение. Осторожно, храм может обрушиться в любую секунду. Curse you, cultist. Инфаркт, кажется, случился. Проклятая секта. Деревянный лук. Искусственно изготовленный композитный лук. Моё. Объявление о награде. Читать.
Император Нерон приказал казнить сектанта по имени Квинкций, человека, у которого глаза разного цвета. По приказу императора Нерона всем верным сынам Рима приказано выследить и казнить поджигателя и убийцу Тиберия Квинция Криспа, гражданина из Авентинского района Рима. На вид ему около 40-50 лет, он среднего роста, среднего телосложения, у него темные волосы, один глаз зеленый, другой голубой. Обычно он гладко выбрит. Сообщник сектантов страдает манией величия. Угу. Так, подожди, это взять надо. Сказать Квинкция. Стрелы, деньги. Так. Я могу стреляться. You there? I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban, but I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Так, продолжай. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? Статуи оживают и осыпают людей градом из золотых стрел. And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life, which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination, golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Мне кажется, басня про золотую гусыню — это предостережение. Мне интересно. Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Не особо. Расскажи. No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Золотой лук? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you know what. И ты хочешь поручить кражу мне? Oh, gods no! If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. А почему я просто не могу взять этот лук? Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. Почему ты не можешь сделать это сам? I'm more of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. Но это ведь опасно. When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Если я правильно помню, Прометея ждала вечное наказание. Only because he was silly enough to get caught. Я больше нет вопросов. So, are you in, partner? Я в деле. Если вы не любите элементы экшена и хоррора, то можете отказаться. Что? Я в деле. Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now,
bear with me for a moment. And here we are, a gold leaf bow. Золотой. Фальшивый золотой лук. Композитный лук, покрытый сусальным золотом. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. Так, ну подожди, прежде всего мне нужно... А хотя... Руфи подождет. Ты кто? О, Руфи. Ладно, по пути так по пути. Name's Rufius. Better watch your step. О твоем ревматизме. What business is that of yours? Я знаю, как его вылечить. Ешь по щепотке коры ивы, и очень скоро ты придешь в себя. Willow bark. And this will work? Oh, thank God. Finally, some relief. This is what I've been praying for. Maybe God hasn't abandoned me after all. Thank you. I've been in a lot of pain lately. The rheumatism, these cursed statues always watching, and the crisis of faith. It was too much. Started messing with my head. This is exactly what I needed to set it straight again. I owe you one. Расскажи о себе. Can't talk long. Got to stay sharp, but family's from Seleucia on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions. The 6th. The one they call Ironclads. Как ты здесь оказался? Not sure. I was fighting with the 6th against Parthians in the east. Only my whole body was aching every time I took a swing of my gladius. It was the rheumatism. Relentless. Unending. Of course, I wasn't gonna get any sympathy from my commander. So I started thinking, what if, in the next battle, I just didn't try as hard, you know? What if I let my guard down just long enough? Next battle came, and all I remember is this bloody great savage coming toward me. And I just loosened my grip, and then nothing. I woke up by the river. Some strange man in an eagle headdress had fished me out. Kamut Tabal, I think he called himself. Then I found this place, and that's it. Всего лишь рассказал свою историю. Странно, большинство оказавшихся в лесу были в Риме, а ты говоришь, был на Востоке. Are you calling me a liar? I've just opened up to you, and you're doubting me to my Я не face. смеюсь. I won't make that mistake again. Ты не так понял. Да ты не так понял. I have nothing to say to you, Kaput Mada. Сам ты мертв. Ну открой. Там Диана. Римлян стоит на коленях, будто бы молится, похоже, его мольбы остались неуслышанными. Что тут мухи летают? Над чем? Ладно. Вон сверху улей. Ничего с ним не сделать. Может, фонариком? Кажется, будут проблемы. Статуя Дианы. Ну, давай. Большая каменная статуя Дианы, древнеримской богини охоты, луны и подземного мира. Готово. Is that you, partner? Do you have the bow?
Да, у меня. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. Ты меня здесь запер? A little bit slow, aren't you? Yes, I locked you in, and until you give me my bow, you're gonna stay in there, like Tantalus in Tartarus. А разве ты не нарушаешь золотое правило? Ты сказал мне, что мы поделим богатство поровну. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. Хитрые какие все. If you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Как не дуреть после того, как ты меня обманул? You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. Даже если я дам его тебе, скорее всего, ты просто бросишь меня здесь, забудь об этом. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? Оп. А ног его не видно, я хотел ему в ногу выстрелить. Ну да ладно. Ну, кто бы мог подумать, что он меня подставит, да? Старый сундук, о, 12 стрел. Способ вернуться в город. Че, не говоришь, что я выход нашел? Палочка с губкой. О нет, это хуже, это канализация. О нет. Деньги. Ничего нет. Золотой стрелок. Ить. Кого-то там завалило. Дневник Неви, часть 1. I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me. A rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again, and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and, disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that, even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love,
that my heart broke. Ну вот, подожди, тут субтитры идут. То есть не обязательно стоит с запиской. Я, конечно, понял, что можно слушать. I write this so that one... Ага. Все. То есть я-то думал, что просто будет идти дорожка звуковая без субтитров, но тут даже субтитры есть под эту записку. Найдем следующую. Не буду сидеть на месте, будем топать и слушать, и читать. Оп. Оп, 7 стрел. И по лозам теперь ходить могу. Слушай, круто. И карабкаться тоже. Кайф. А вы думали, простая проделка детектив? Не-не-не. Оп, загрузка. Мне ж не нужно сейчас ни по кому стрелять, вот. Все закрыто. С закрытыми дверями. Еще стрелы. Так много стрел дают, что кажется, придется пострелять. Привет, дорогие. Пнуть. Наконец-то. Ха. Интересно. Таблички какие-то читать уже нельзя ничего. То есть некоторых не до конца обратили, и они мучаются, бегают. Боник. Ладно, закончим ее страдания. Наверное, закончим. По крайней мере, она теперь будет стоять и не двигаться. Мимо. Кажется, это квестовое. Я тут просто какой-то плотный. Боник. Не за что. Пинать их на самом деле не особо хочется. Но я просто не знаю зачем. Можно пинать, я пинаю. Стрела с оперением. Еще одно святилище. А лежачего уже не пнуть. Водоросли. Внизу. Боник. Боник. Это Невия, видимо. Это Невия пыталась их превратить в людей, наверное.
Назад. Скорее всего, так. Скорее всего, она экспериментировала в попытках освободить их от плена. Ха. Ладно, спускаюсь. Не за что. Отдыхайте, мои хорошие. Стрелы. Ить. Плавай. Видимо, должен в золотую часть попадать. А пинать их, наверное, может, чтобы они проход не закрывали. Стрела с оперением. Бывает кусаться. Боньк. Адя, спасибо. Не, нельзя. Пец этот весь ржавый. Ну там лут. И... Залезаем. А если я в обычную статую выстрелил, то ничего. Еще стрелы. Спокойно. Ты свободен, мой хороший. Золотая ваза. Ха. А если я в хлеб выстрелю перед тем, как его взять? Мы уже не узнаем. Странно. Как будто не сработало. Мешаетесь. Или у него не такой долгий эффект. Но в общем, если золотую штуку уронить в воду, то это тоже сработает. Денежка. Мы с другой стороны.
Кто-нибудь видит колчан? Хай. У-ля-ля. Буба. О, стрела. Похоже, эти стеллаж изготовлены для того, чтобы удерживать золотые статуи, когда с них счищают золотой слой. Ужасно. Офигеть. Офигеть. Если она с них стирала просто золото. Ключ от двери дворца. My beloved Galatea, after I learned the terrible truth about the golden statues, I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercies I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them, preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea. Pygmalion, the sculptor who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to life. It was then that I heard you whisper to me, Galatea. Forgive me. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face, forever frozen in a look of haunting sadness. Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just whisper your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Нельзя. Дым. Хирургические инструменты. Неви должно быть использовать ужасные на вид хирургические инструменты, чтобы очистить статуи. Ужасные инструменты для ужасных дел. Для статуи это, наверное, как кожу было сдирать. А где спасибо? Так. Можно про вот этот барельеф узнать? Нет. Ладно. Выглядит просто красиво. Вот мы и на верхнем этаже. Кстати, надо бы сейф нормально сделать. И квик сейф. Еще 7 стрел. Там что-то было? Мы уже не узнаем. А назад расколдовывать я не умею. На. Я ее убил?
Я ее убил. Если я запинаю на костер на какой-нибудь. Ну. Ладно. Эй, блин, позволь избавить тебя от мучений. Да. То есть их еще и убить можно. Что у нас тут? Не пролезть, понятно. Вроде бы дырка большая, но не помещаюсь. Сейчас стрела. Ну, пойдем. Хай. Налево. Ок. Эй. А, надо было по стене. Не увидел. Не обратил внимания. Сейчас быстренько. Да, извините. Я уже ухожу. Стрела вот куда-то, смотри. Интересно, почему не было опции именно украсть лук у стражника? Там золотые стрелы, у них золотые колчаны. Почему не было такого предложения? Видимо, это был самый простой способ для того товарища. Извините. База. Ну давай. Так. Подождите, там же можно было подняться. Я думал... Это просто шорткат куда-то. Тут, может, лут будет? А нет. Да и правда, просто... Чтобы перелезть товарищей. Я предпочитаю их убивать. Золотая статуя. Молодая римлянка с поднятыми руками, словно испугавшаяся чего-то неизвестного. Очищенная статуя там безумно смеется. Я предпочитаю избавить их от мучений. Бонник. Не делай это. Банник.
Ничего, ничего. Странно, столько вещей, и нельзя осматривать их. О, третья часть дневника. My beloved Galatea, my attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Iodame after the Athenian turned to stone by Medusa. Drilling through the gold that encased her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, which is so rigid it must be some kind of alloy, was living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath and appeared to cause her great pain. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken. Undeterred, I pressed on, working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicately as I could. Eventually, I was able to free most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, clawing at me with all her strength and those sharp metal talons. This was my thanks for trying to save her. Whatever possessed Iodame to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door. As I continued working on others, I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. One day we will be together, even if I have to free every last statue in this god's forsaken place. Понятно. Молодой римлян, как бы зовущий других безопасных мест. То есть моя теория, ну, уже давно подтвердилась на самом деле. Но, блин, методы у нее. Кстати, лук светится, чат. Лук светится. Прикинь. Блин, стрелу драгоценную потратил. Еще одну. Деньги мне? Спасибо. Еще 10. Что-то лужа не работает. Иди-ка сюда. Ай, блин. А что? Ладно. Тихо ты. Всем тихо. Баньк. Баньк. Жесть. Ты что с ней сделал, а? Тищина золотая статуя.
Похоже, она мертва. Очевидно, эта смерть не нарушила золотое правило. Ну, видимо, яблоко выглядит свежим. Кто-то недавно был здесь. Да мы видели, кто здесь был недавно. Жесть, она, конечно, постаралась. Капец. Это вообще до скелета разобрала. Жесть. Ну, то есть, на них правила не работают, потому что они уже согрешили, они считаются людьми. Ничего с ними не делается. Получи кувшинчик. А если я выстрелю? Не, даже в золото уже не обратить. Спокойно, статуя, не волнуйтесь. Я отомщу за вас. Это, видимо, ее любовь. И она начала ее разбирать. Наполовину очищенная статуя. В ней бабочки летают. Это ты нашептывала мне советы через статуи? Назад. Почему ты мне помогаешь? Здрасте. Ты должна быть Неви. And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. Дальше тебе натянуть золотой лук. Если нападешь на меня, мы оба окажемся в золоте. And you think I care about that? I don't care what happens to me, as long as you get what you deserve. Я тут ни при чем. Liar! I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. I just wanted to do my experiments in peace, for her. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. Look at her. She's in agony. All I wanted was to spend my last moments with her, to see her beautiful face, to hear her speak freely, instead of in those cryptic whispers. But as soon as I began my work, she stopped whispering to me. And now I discover she started whispering to you instead. What's so special about Я you? слышащий. Не только эта статуя шепчет мне, многие из них так делают. Но это всегда один и тот же голос. Никто мне ничего не шептал. Похоже, ты слышал сама, но это всегда один и тот же голос. What do you mean the same voice? Как будто кто-то другой шепчет мне через статуи. Yes. I remember when they used to whisper to me. They did sound similar. I just thought it was because all voices sound the same when they whisper. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share a common knowledge. But if these bodies are mere conduits for that one voice, then this body is nobody. And everything I've done here was... Wait, I see what you're doing. Стою. You're trying to steal her away from me. Were you planning to wait until I'd done all the hard work, then swoop in? Is that it? Нет, клянусь. Liar! You tried to steal her away from me, and now look what you made me do. Give me one good reason why I shouldn't peel you too. С меня хватит разговоров. Я здесь случайно, давай я просто уйду. What? What are you talking about?
Из-за этих путанных туннелей под городом мне пришлось выбираться наружу через дворец. Wait. So you're saying you weren't coming for us? В мой план не входил убивать ее, но посмотри, что ты наделала. В мои намерения никогда не входило причинять тебе боль. Боже, ну я ж совру. Почему нет в скобочках ложь? Ладно. So I did all this. I ruined her. For nothing. What have I done? Oh God, I feel sick. I can't bear the thought of her being like this. And in so much pain. It's the air. Coming into contact with her flesh. It's agonizing for them. But the only way to fix it will be to break the golden rule and let it run its course. At least that way she'd be golden again, and we'd be together. All it would take is one little cut. Подожди, я могу это исправить. It's too late. There's nothing you can do. I have to do this. I'm sorry. Я могу снова покрыть ее золотом. What? How? Этот лук — оружие, которое заключает людей в золото. Really? I'm not sure I believe you. But if you can undo this mess, I'll give you the key to my old medical chest in the Shrine of Apollo. I imagine it would help Lucretia ease the suffering of those still in the city. But if you're lying to me, I'll break the golden rule and kill you and everyone else in this city. Understood? Хорошо, отойди. Но я в нее не должен стрелять, потому что иначе я нарушу золотое правило. А сундук, почему-то я смог открыть ведь его. Видимо, она должна сейчас мне ключ давать от него. Говорить. Не говорится. Ладно. Баньк. You did it. You took away her pain. I don't know what to say. Thank you. Thank you. I swear I will never harm her again. I swear it. I'll stay here to keep her company. But these poor souls, what can be done for them? I've tried everything I can. I fear the only one capable of releasing them properly is whichever god doomed them in the first place. In any case, I must honor our bargain. Here's the key I promised you. It opens a chest in the Shrine of Apollo. I believe there are a few things in there which may be useful to Lucretia. Блин, разработчик, ты не закрыл этот сундук. Я его открыл без ключа. Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. You should be able to make your way down from there. Прощай, Неви. Go, and never return. Не возвращайся. Я не удивлен, что она с такими статуями свихнулась. Но стрелять в нее я не могу. Я нарушу закон. Придется время отматывать. Ищу сундука в храме Аполлона. Еще один. Больше ключей в храме Аполлона. Блин, надо было с ней пообщаться. Подожди, назад. Назад. Неви. Нельзя поговорить. Это уже окончательно мертвое. Ладно, что ж. Увидимся. Выживший. Вот канатная дорога. Задание по золоту завершено. Кайф.
Куда ведет тропа меня? Куда ведет она меня? Просто вниз? Где ты? Я-то думал... Идти. Ну, я теперь смогу туда залезть, да? Нет. Ладно. Записка от Неви. Я запираюсь, не пытайтесь идти за мной, ничего хорошего из этого не выйдет, Неви. Понятно. На время отматывать нам еще придется, чтобы с этим, с Руф как-то там говорить, с Руфилием. Фонтан с пресной водой, которая поступает из акведука за ним. Если вода попадает в город через акведуки, то, возможно, получится сбежать через них. Куда это я поеду? В дворец. Туда вот еще как-то можно попасть. Еще фонтанчик. Здрасте. Он и правда толкает камень. Ну как это умалишенная говорила. Здравствуйте. Сейчас смываем. Я помочился на виллу Малиола и остался безнаказанным. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Все в порядке, спасибо. Ah, another stoic, perhaps. We all need something to help us through times like these. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Расскажи о себе. Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. Как ты сюда попала? Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place. Мне жаль. Oh, that's all right. I'm sure it's all part of God's plan for me. Будем надеяться. Бог... А, христианка. Богов ты имеешь в виду? Oh yes, of course. A slip of the tongue. Ага.
Попалась. Блин, ну что звук пропадает иногда? Поговорим о чем-нибудь еще. If you like. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? I'm afraid not. Although I did once hear someone gossiping down at Aurelia's tavern about a possible way. I don't put a lot of stock in such rumors, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until the gods decide our fate. Спасибо, проверю. I hope it works out. Что думаешь о золотом правиле? The many shall suffer for the sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbours as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency towards sin. And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Считаю, что люди добры по своей сути. Думаю, да. Не думаю. Господи, да, пусть будет да. If that's true, then sooner or later, things are going to end badly for all of us down here. Unless, of course, there's some kind of divine intervention. Оба ответа мне просто не особо нравятся. А вмешательство случится, не сомневайся. I wish I shared your faith. Ты христианка. Please keep that to yourself. I know you're not from around here, but things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Сохраню твой секрет. Oh, thank you. You have no idea how much I appreciate that. Я пойду. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Oh, yeah. Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Ты если не считаешь, что его самоубийство нарушило... А где курсор? О. Удачи с этими поединками. Ладно, я с ним поговорю. Thank you. And please, choose your words carefully. Давай же, вперед. Ульфи, мы можем поговорить? Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire. Ты знаешь, что это неправильно. Я просто собираюсь спросить тебя, что стряслось. Нет, я считаю, что ты имеешь право мирить, если достаточно страдался. Спросить тебя, что стряслось. I screwed up my life. That's what's wrong. I borrowed money, and when I couldn't pay it back, I wound up in debt bondage. I'll be stuck slaving away for that Culus Cumulatis Malleolus for the rest of my life. I am out. Wherever you are, Scintilla, my love, I'm sorry. Ulpius, no! Все теперь как бы... Ну, понятно. I can't believe he went through with it. Oh Lord. That poor lamb. Я самоубийство не нарушил золотое правило. Как это понимать? Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess
that means whichever god is responsible for it. It isn't mine. Что теперь будет? I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius. Угу. Ну, учитывая, что там... Он выжил. Он, наверное, выжил. И следующая часть. Кажется, кто-то убрал отсюда скрижаль. Мне нужно найти, чтобы расшифровать значение надписи на обелиске. Ты я прыгнул. Прыжок веры. Ну что ж. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected to your magistrate. Magistrate. Yes. Yes. Thank you. Thank you. I'm delighted and deeply honored. Elected to magistrate. And now. And now I make this solemn promise to you. А где этот дурачок? Записка Ульпия. Ульпий, к пропавшей возлюбленной, да хранит тебя Бог. Знаю, я держался столько, сколько мог, но без тебя моя жизнь бессмысленна. Надеюсь лишь на то, что мы встретимся вновь в Эдеме. Ульпий, блин. Записка от Юлии. От Юлии к ее пленителям Мелелу и Клавдии, да поглотит вас проклятие. Когда вы это прочтете, я уже буду мертва. Ведь смерть предпочтительнее, чем еще один день в долговой кабале у вас. Пусть стервятники вечно клюют вашу печень. Предсмертная записка, предназначающая Малелоу. Малеолу. Малеолу. Кушанья. Ведь, несомненно, было неприятно готовить пищу при настолько плохой вентиляции, но римляне, вероятно, считали это проблемой своих слуг. Да. Было дело. Сажа с водой. Какие-то текста, которые я даже посмотреть не могу. Алтарик. Но это же не он, правильно? Это какой-то старый труп. Река выжил. А куда он смотаться успел? Ульпий, блин. Малеол, потише. О. Ульпи, открой. Закрыли Ульпия. Скульптура Ареса, греческого бога войны, известного как Марс у римлян. Так, Малеол, тише будь. Leap into my villa from the balcony 100 feet above? That was either extremely reckless or impressively О, разные глаза. Well, why have you risked life and limb to see me? А глазки-то разные. Как тебя зовут? Квинси. Столько всего. Итак, тебя зовут Квинси. My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else. Один глаз зеленый, другой голубой. Совсем как в приказе императора Нерона о казни.
You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Судя по всему, Квинси страдает манией величия. Well, I am not suffering from any delusions, as today's election will firmly establish. Пока я не могу доказать, что это ты, но это только пока. Unlikely, because it simply isn't true. Now, was there something else you wanted? Расскажи о себе. I'm Malleolus, and if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. Что сделаешь, если победишь? I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. Как ты этого добьешься? By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Ошибка. Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? Золотое правило действительно существует. Почему ты уверен, что его не существует? The person making a claim bears the onus of proving that claim. Can you do that? Can you prove the Golden Rule is real? Да. Nonsense! There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break it, then you'd be dead already. Я проживаю один и тот же день раз за разом. Золотое правило нарушает каждый раз. Мне попалась книга «Миф о золотом правиле». Ее автор, естественно, погиб, потому что отказывался принимать золотое правило. Что доказать? Чем доказать тебе, что она существует? Книгами и заметками? Даже если у меня нет доказательств. Так, мне попалась книга «Миф о золотом правиле». Ее автор, естественно, погиб, потому что отказывался принимать золотое правило. You mean that book next to a golden statue in the theater? Tell me, how do you know that statue wasn't put there by Sentius himself? You can't know, can you? Чем тебе доказать, что она существует книгами и заметками? Surely you're not one of those people who believes everything you read, as if a lie could be transformed into the truth by the simple act of writing it down? Я проживаю один и тот же день раз за разом. Золотое правило нарушает каждый раз. What? Oh, I see what's happening here. Another poor, vulnerable soul taken in by Sentius's machinations. He won't get away with this much longer. Даже если у меня нет доказательств, если я говорю правду, принятие предотвратит катастрофу. Если ошибаюсь, принятие сделает город лучше. Разве это не хорошо? Что? I disagree. I'll be guided by what is best for the city's people, and that means giving them the freedom to do as they wish. Убивать, воровать. Что там еще хорошего? Похоже, никакие мои слова тебя не переубедят. True, but that is simply because you are mistaken. Ты знаешь, как отсюда выбраться? I'm afraid not. We're stuck down here together, for better or worse. We're all going to have to make the best of it. Что думаешь о золотом правиле? You mean the children's fable exploited by Sentius to scare us all into doing what he wants? Хочу, чтобы ты снялся с выборов. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Если не снимешься, я тебя убью. Тем, что ты нарушишь золотое правило, как только выиграешь. Don't talk nonsense. There's no such thing as the Golden Rule. Ты арестуешь Сентия за измену и приговоришь его к смерти через гладиаторский поединок. How could you possibly know that? Потому что я вижу будущее. Nonsense! This is nonsense! I don't know how you know about my plans,
but I'm absolutely sure Sentius is involved somehow. And now, I'm going to enjoy watching Domitius kill him even more. Now, get out of here! You outstayed your very limited welcome. Надо было брифовать, видимо. Все. Блин, а куда Ульпий подевался? Похоже, правда его закрыли там. Как с твоей чудо-виллы это свалить? Так, подожди, вот же. Вот же свобода. Вон небо. Стройте себе мосты, у вас тут деревья растут, камня миллион. Так, а выйти-то как отсюда? Как выйти? Ульпей. Ведь видит выход. Вверху, может, где-то. О нет, я заблудился. Эй. Get out of my... Как мне выйти из твоей виллы? Статуя, блин, прыгай за ним, прыгай. Опа, пустой бутылек. Может, этот пузырек для смертельного яда из болиголова. Пахнет как мышиная моча. Ну, выпила она, да. Как выйти? Чат. Что делать? А вот же ключик. Ключ от виллы. Ну, слепец. А может, я теперь могу подняться наверх? А все, раньше надо было. Может, я теперь могу открыть эту дверь? Ты кто? Ты не Ульпий. I'm not supposed to be in here. Поговорим. Talk. What business could you possibly have with me? Почему тебя заперли в этой комнате? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Расскажи о себе. I think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I am receiving strange men in private. Я могу помочь тебе отомстить Олу. An intriguing proposition. Go on. Мне кажется, Малиол не тот, за кого себя выдает. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that? Просто догадка. Надеюсь, мы сможем раскрыть его истинную личность вместе. You know, I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response.
I'll let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me? Мне тяжело видеть, как с такой красивой женщиной так плохо обращаются. Oh, aren't you charming? I'm quite sure my husband would seethe with impotent rage if he overheard you say that. I love it. It seems our interests are aligned. I imagine knowing his true identity will give me the leverage I need to manage him appropriately. But first, I need you to do something for me. Чего ты хочешь? I want you to bring me some wine. Just one small urn should do it. Oh, don't look at me like that. I know this must be hard for you to wrap your sweet little pleb head around. So what do you need me to spell out? Чего ты не возьмешь его сама? You mean, aside from the fact that I'm locked in this room and Domitius is right outside the villa, because there's barely any left in the city. In fact, there's only one small urn, as far as I'm aware. And getting it won't be easy. Зачем тебе вино? Let me tell you something about Malleolus. He talks a lot about freedom, but what he doesn't tell you is that he means freedom for men. After all I've done for him, counselling him through his entire election campaign, and he had the audacity to lock me in here. He said it was for my own good, and that my drinking was unbecoming of a lady, let alone the wife of a magistrate. I'll show him unbecoming. Tonight, at his victory party, I'm going to get good and merry, and if he tries to discipline me again, I'll threaten to expose his true identity in front of everyone. I am so looking forward to it. Вопросов больше не имею. So, you'll help me? У меня уже есть вино. Оп. Thank you. Here's the letter. Любовное письмо, в котором Мариол случайно признается, что его зовут Квинкци. От Квинкци, возлюбленной Клавдии. Раньше я впадал в отчаяние от мысли, что буду заперт здесь до конца своих дней. Но потом я встретил тебя и понял, что пока мы вместе, я там, где и должен быть. Никакие слова не могут выразить мою привязанность, поэтому я совершу великий поступок в твою честь. Я стану магистратом этого города, чтобы править с мудростью и силой рядом с тобой. Ага. Now, perhaps you can tell me who Quinctius really is. Если верить этой грамоте императора Нерона, именно он в прошлом году устроил пожар в Риме. What? He's... Oh no, that's... quite a lot more serious than I imagined. I only wanted some leverage over him, not to destroy him. Give me that immediately. Nobody else must know. Конечно, забирай, никто об этом не узнает. Конечно, забирай, я сделаю себе копию. Нет, пожалуй, оставлю себе. What? No. You tricked me, you mendacious little stirkers. Но это правда. It was a lie of a mission. You were planning this all along and you deliberately concealed it. May Jupiter cut you down. Я пойду. I curse you. I curse your life and mind and memory. May you be unable to walk or eat or drink. May this drag you to the depths. This is outrageous. Ну, что я могу сказать? Возмутительно, но все честно. Скульптура Минервы, римской богини военной мудрости. Ох, как жаль, что до Минервы тебе как до Луны. Или до Марса. Наверное, до Марса. Ля-ля, сколько тут денег. Привет, подруга.
деменцией. О. Вон он качается. Выборы начинаются. Бежать. Бежать на выборы. Блин. Я тебе помогу-то? Все идут. Ну, блин, прогруз локации, конечно, боль. Квинкси. Он подписан как Квинкси теперь. Смотри, записка появилась снова, то есть... вещи бесконечные. Если я украду что-то в одном будущем, то в прошлом оно снова есть. Синти. Ты кто? Кто это? Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Malleolus. Dacius. Malleolus. Galerius. I abstain. I'm just here to observe. Virgil. Malleolus. Rufius. Malleolus. And finally, Domitius. Malleolus. Who else? Citizens, you have made your decision. Эй. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurges. Кто это? Hail, Magistrate Malleolus. I said, hail, Magistrate Malleolus. That's more like it. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate, I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius. Here and now for your entertainment. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise my right as a Vestal priestess to pardon him. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies. It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. This is why he's in his gladiator gear. They've been planning this all along. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. Stop! The many shall suffer for the sins of the one.
Жрица сразу обратилась. Так, все, что меня интересует. Извините. Грация нормально? В ужасе, да ему норм. Ладно. Слушайте, если бы убили этого товарища, никто бы себя в жертву не принес. И мы бы не переместились в прошлое. Так что это опасная ситуация. Ладно, идем назад в прошлое. А теперь мы знаем, что нарушает закон. Нам нужно сделать еще пару дел. Уф, я коцаный. Сколько можно? Ну давай, друг. Я кудесник, и мне нужно, чтобы ты срочно кое-что уладил. Что у тебя за лук? Там был диалог новый. Руфи стал раздражительным из-за ревматизма, но если ты дашь ему немного коры, он успокоится. Мне нужно, чтобы ты не дал Фабии войти в храм. А вот тому, кто придет после нее, скажи, что в храме он найдет то, что давно ищет. Да. Фабии, помоги Фабии. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood. Руфи стал раздражительным из-за ревматизма, но если ты дашь ему немного коры, он успокоится. Poor guy. My uncle was a victim at rheumatism's altar, and he ended up killing himself. All right, got it. На этом все, теперь беги скорее. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Слушай, забавно. Забавно, что я могу ему поручения давать. Он типа хороший мужик, всем помогает. Но это забавно. Так, что у нас по инвентарю? Почти 10 тысяч денег. Краивы у нас... Да, все еще 2 штуки. Не заканчивается. Сейчас с этой подругой еще на другой пункт попробуем пообщаться. Приветики. Oh, you're here. And there's a light in your eyes. Враги силы, я и так знаю, что ты ужасный человек. How dare you? Get away from me, Понятно. You, Sisyphus, attack or pursue just as the ocean accepts the rivers of all the world, but it does not notice the... Было. Так я пошел. Ничего нового. Ну и стан. Тебя найти. Так, я помню, где-то там была лоза, по которой я мог залезть. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold. Но где именно, не помню. Где-то тут. Нет, не здесь. Денежка. Где-то была лоза. Именно вот в этом направлении. Что? Зеленый какой-то. Украсть предмет. Вот было интересно. Не, нифига. Жаль.
Любите врагов ваших и молитесь за тех, кто вас преследует. И ответ, чтоб тебя львы съели, сектант. Угу. То есть христиан они тут сектантами считают. Где же оно? Где же? Винишка. Где же была лоза? Во, вроде тут. А я ничего не могу поделать. Ой. Могу снять с тебя кожу. Куда ты задвигаешься? Мимо. Так, вот мы и пролезли сюда. Римская скрижаль. Скрижаль с надписью на латыни. Плутон, даритель богатства. Стащим. Это ничейное. Опять барельеф христианский. Рыбу высекли. Ну как не стыдно. На этом-то не надо. Бюст Минервы. Римской богини военной мудрости. Каменный барельеф с изображением рыбы. Похоже, он может нести какое-то религиозное значение. Что вы там перестарались? Красиво это за что? Вот и ключик. Так. Пойдем теперь сюда. Новое что-то имеется? Да вроде нет. Ай, блин. Надо найти жрицу. Так, погоди. Я опять спускаюсь не туда, куда надо. The 49 melodies fetch again with incessant labor. Так. Мы еще не были где-то там, вроде не были. На храме мы чувака должны спасти. Сейчас нужно этого. Пообщаться с товарищами, с некоторыми. Здорово. Отлично. Hello there, friend. May I say, that is a glorious bow you're carrying. Do you mind if I ask where you acquired it? Я удалось раздобыть его в храме Дианы, но в итоге выяснилось, что запер меня с разъяренными осами. У меня получилось бежать и, пройдя ужаснейшие испытания во дворце, и вернувшись назад во времени, я сейчас говорю с тобой. Are you well, stranger? Have you been out in the sun too long? You seem a little confused. Perhaps you should go and see Lucretia in a clinic. Мне женцок Сильфия. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 denarii. Взломаешь цену за лекарство, которое может спасти кому-то жизнь. Что это за человек такой? Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Take it or leave it. Бери. Ты это слышал? Hear what? Шепот. You sure you're feeling all right? If you're hearing things, perhaps you should pay a visit to Lucretia's clinic. We don't want another Navia on our hands. А что произошло с Невией? She claimed the statues were whispering to her. Nobody else could hear it. Then she shut herself in the palace and we never heard from her again. But I digress. Do you want this Sylphium or not?
И где мне найти 1000 динариев? That's hardly my concern. But if you get a job, work hard and save your coins, you should be able to afford it within, say, 5 years? Так, у меня пока нет таких денег, я хочу кое-что попробовать. Very well. Perhaps I can interest you in something within your budget? Так, Very well. Another time. украсть сок Сильфия. Да зачем? Я хочу ему идти. Прошу удивлять, что никто не видит, как статуи башками крутят. Вот это вот страшное событие. Так, мне нужно на ферму. Давай тут пойдем. О, Гораций. Чё, как оно? Я пойду. Так, мне нужно на ферму. Хочу взять гусиные яйца, сделать золотыми. Золотые гусиные яйца. Наверное, они очень ценные. Так. Чё, как оно? Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Я переживаю один и тот же день снова и снова. You're toying with me, right? Wait, you're not kidding, are you? That's the only way you could have known. You're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's the one. Old King Sisyphus. Сизифа, но почему? Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom, forcing him to start over and over and over again for all eternity. Just like Все you. привыкли. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but you seem all right to me. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you. And you just focus on finding a way to break the cycle you're in. Хороший ты мужик, Галерий. Oh, that's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Я вот думаю, что они просто не видят, как они статуи поворачивают Salve голову. again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? Это тебе не хотелось бы самому стать магистратом? I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. Так, мы это мы слышали. But from what I hear, Malleolus has the... Тоже слышали. Maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping... Тоже слышали. Если Малиол будет участвовать, он нарушит золотое правило и погубит всех нас. And how could you... Oh, wait. You've seen it in another time loop, haven't you? Well, in that case, we need to find a way to make sure Malleolus loses. Better yet, get him to withdraw altogether. If you can do that, and Sentius is the only candidate left, I'll run against him. Deal? По рукам. Я пошел. All right, friend. Hope you find a way to break that cycle you're in. Так. Одно из дел сделано. Пойдем теперь купим лекарства.
И где? Ой, блин, он сейчас начнет общаться. Citizen. Руфи. Name's Rufius. Расскажи о себе. Почему ты до сих пор носишь доспех легионера? Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Почему у тебя нет оружия? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. Поговорим что-нибудь еще. Мы в прошлый раз с ним запороли диалог. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? No, I don't. I did hear a rumor that Aurelia, the tavern keeper, has been offering to sell a way out. But I barely have two sesterci to rub together. Что думаешь о золотом правиле? I'll tell you this much. I hate the fact that my survival depends on the common sense of other people. Да, жесть вообще, я тебя понимаю, мне довелось жить в период пандемии. Then you know what I'm talking about. I mean, all these people just bumble along like nothing's wrong. Well, we're one bad decision away from being wiped out. Like the last lot of people who lived here. Seems like I'm the only one ready for what's coming. Whatever that is. And when it hits, it's everyone for themselves. You've been warned. Как думаешь, что будет дальше? I don't know. But did you ever get the feeling some of these statues are watching us when we're not looking? Like they're waiting for something. I don't like it. Думаю, ты прав. That doesn't help me. Это ты угрожал Вергилию? No idea what you're talking about. Я знаю, что это был ты. В твоих покоях мне попалось недописанное письмо, обращенное к нему. Look, I haven't been at my best lately. I know that. It's the rheumatism. It starts with constant pain in all your joints. Then the pain starts to mess with your head. Makes you angry, mean. I know that's not an excuse for how I acted. But it's the truth. But with the willow bark, I'm already starting to feel like myself again. I'll leave him alone from now on. It's not as if I was ever going to hurt him anyway. I was just lashing out. I'm going to go and clean up the graffiti. Just forget this ever happened. Will you? Не вопрос, мужик. Подожди, еще дело. You again. Я. За кого ты будешь голосовать? Sentius, military man, knows what he's doing. Я могу тебя переубедить. No. No. Я пошел. See you around. Да найду я тебя. Вот это Whatever's кто? in that great temple up there on the bluff. Точно. I bet it's worth a fortune. Точно, это же это, которое нас спасли. May I say, that is a glorious boat. Мы уже общались. Я скажу, ты не поверишь. But perhaps you'd be interested in selling it to me. Он не продается. Oh well, let me know if you change your mind. But for now, can I help you with something? Мне нужен саксильфи. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 denarii. Ладно. Вот. Oh, you have it. I'm impressed. Не буду я красть ничего. Флакон соком Сильвия, чрезвычайно ценного древнеримского средства от различных недугов. Pleasure doing business. Can I help you with anything else?
Дать сок до того, как умрет Юлия. well. Я пошел. Another time. Удачи, 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 мне срочно. Она умерла уже, нет? Shiny. Citizen. Citizen. Подруга. What are you doing in here? Can't you? Вижу. She needs the rest. Вот. What? Quick, give it here. Yulia, Yulia, you need to swallow this. Here, let me help you. Все. Сработало. Hopefully, in a moment, she should be able to breathe normally. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing and at this exact moment? Are you some kind of oracle? Типа того, да. Я нашел слух, что она заболела, мне захотелось помочь найти лекарство. Ты все равно не поверишь, если скажу. Я путешественник во времени. Путешественник во времени. A what? I'm sorry, I must have misheard you. I think it's your accent, because it sounded like you said time traveler. But whatever kind of traveler you are, that was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes. In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is you need. Я все знаю. Можем говорить про Юлию. Sure. What do you want to know? Как думаешь, где кто-то отравил или она сама? Do you really want to know? Так, I mean, этот делок мы знаем. Ладно. glad. Я That's a пойду. shame. Thanks again for saving Yulia's life. Apollo smiles upon you. Сам Аполлон. Так. Я тут, видимо, еще должен быть сундук. Это же храм Аполлона. Что-то я больше не вижу тут сундуков. А этот открытый. У меня есть ключ от сундука, который я не знаю, как открыть. Скатерть, понятно. В конце вода освободить дури, чтобы получить ключ от верхней цистерны. Праведник. Галерия магистрата — один способ освободить дури. Чтобы популяризировать ее среди избирателей, победить галерию ведомства магистраты. Возможно, жрица сможет помочь Ливии. Демократия в действии. Квинция заставить не участвовать в выборах. И кто наибольше нарушит золотое правило? Точка отсчета. Создать временный парадокс. Я уже несколько должен был создать. Так, подруга. Salve and welcome. Need something? Расскажи о себе. There's not much to tell. I mostly just bake bread and try to help out where I can. Как ты здесь оказалась? I suppose it all started about 8 months ago. I was living in Rome with my family when I got sick. Terrible timing. My pa had just arranged a husband for me, a fisherman's son. I was about to meet him for the first time when I came down with an awful fever. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. But nothing worked. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a forest by a river. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him.
I wouldn't have wanted to catch what I had either. Anyway, I went searching for help, stumbled across the trapdoor temple, and here I am. Решил до конца пройти. Ну, блин, может, так и получится. Странно, до того, как проснулся в лесу, большинство местных находились в Риме. Ты была в ней из Древнего? Опять, я в прошлый раз вот с Руфием говорил, когда вот этот диалог... Ах так, не веришь мне? Сочувствую. It's nice of you to say, but you should save your sympathy. Lots of people here need it more than I do. А ты не знаешь, как отсюда выбраться? What? You've been here a few moments and you're desperate to get out already? Why not give the place a chance before you try to leave? Good people here. Galerius works hard on the farm so I can put food on our tables, and Lucretia tries to keep us healthy. My friend Georgius is always mending our clothes, and Virgil makes sure these old walls don't fall down around us. Well, he does his best. I'm just saying, there are worse places you could live out your days. Ясно. Что думаешь о золотом правиле? Oh, I try not to worry about it. I mean, if people are nice to each other, we won't have anything to worry about, will we? Мне нравится твой оптимизм. Thanks. And I like your teeth. They're so white. And your clothes. Oh, I bet my friend Georgius would like to get a look at you. And I'm sure he'd love to chatter about the golden rule with you too. He'll be just across the forum in his shop. Я пойду. All right. Thanks again for taking care of our problem. I won't forget it. Ясно. Вергилий. Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people. Так, I hear ладно. we have you to thank for saving Oh. Julia's life. I'm glad you arrived when you did. Не беспокойся насчет Игроса, это всего лишь Руфи, он никогда не причинит тебе вреда. What demon or spirit told you about that? В его доме мне попалось недописанное письмо в его доме. You went snooping in his place? That was risky. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken to him about it? Да, и он больше тебя не побеспокоит. Really? How did you manage that? Мне удалось найти лекарство от его ревматизма, которое выводит из себя и усугубляет кое-какие его другие личные проблемы. Poor fellow. I've heard that can really mess with a person's head. Well done for figuring that out. К твоим услугам. Думаю, он и сам захочет стереть свои надписи. Really? That's promising. I'll keep an eye out for him. Я пойду. Nice to talk to you. С тобой-то как? Жрица. Надо со жрицей познакомиться. Грешник. Йоу. A fellow traveler from a faraway land. Он запомнил. Greetings, I'm Georgius. It gladdens me to see... Знаете, интересно, откуда я, но сначала мне хотелось бы задать пару вопросов. My friend, your words intrigue me more and more. But yes, very well. Ask me what you will. Отгивиль. За кого будешь That, my голосовать? friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Могу как-то повлиять на твое решение. Nothing comes to my mind, my friend. Ладно, я I пойду. hope that our paths Сначала cross нужно again soon, снять my его с выборов, а потом уже продвигать моего кандидата. Он видит через их глаза. Так, что в бассейне? В бассейне же кто-то вроде тоже есть. В прошлый раз видел там золотую статую, превращенную.
Видимо, оно так и должно быть. Что ж. И осмотреть нельзя, да? Ладно, пойду я. Локации, если не всматриваться, очень красивые. Эта идея со статуями прикольная. Опа. Совершивший грех погубит всех. Понятно. Все прогрузилось. Надеюсь, что так. Лук я у тебя заберу. И это я тоже заберу. Это все лишнее. Блин, в каком-то из этих хранилищ должен быть сундук. До храмов. Наверное, самым главным, самым большим. Опа. Жрица. Нет, она не жрица. Расскажи о себе. Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, what is your story? А нет, она все-таки жрица. Прости, как следовало поступить? The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Как тебя сюда занесло? You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Девушка по имени Карен вытащила меня из реки и отправилась сюда. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you? Имя, конечно, старое, но на моей родине порой встречается. На моей родине у этого имени негативный оттенок. Ну, кажется, я догадываюсь, к чему ты клонишь. На моей родине порой встречаются. Older. I see. I wonder if... No. Что ты хотела сказать? I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Ты что-то не договариваешь. I know. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Возможно, я уже знаю про совпадение. You have? Then what is it? Кто-то упоминал монету, кто-то упоминал реку. Встреча с незнакомцем на берегу реки. Yes, I also had such an encounter. What else? Реку. Yes, I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? Провал в памяти, упоминал кто-то. That's true. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through.
You mentioned earlier you met a young woman in the forest named Karen, yes? Верно. I see. And was this Karen by any chance wearing a hood? Она была в кофте с капюшоном, откуда ты знаешь? Because I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. О май. Хорошо, встретимся в бане. But don't follow too closely. We can't have people thinking we're bathing together. А что, нет? Так, ну пока она идет в баню. How come you're allowed a weapon and I'm not? Ну, потому что... Так это ж не баня. Где-то баня. Сундук Октавии. Записка для Октавии. Путь к тайному святилищу. Войти в пещеру за театром. Затем повернуть направо на первой и второй развилке. Для анонимного друга Октавии, да благословит и хранит тебя Господь. Жаль, что я не могу рискнуть обсудить это с тобой лично, но если я не ошибаюсь, то ты такая же верующая, как и я. Возможно, ты не можешь открыто поклоняться, но знай, что ты не одна. Если ты когда-нибудь почувствуешь, что тебе нужно где-то помолиться, то можешь пойти в особое место в пещерах за театром. Поверни направо на первой развилке еще раз. Ну, это мы там уже были. Мы там уже были. Isn't the great temple majestic? Ага. We'll talk in the baths. There's something you need to see for yourself. Ну и нафиг ты сюда приходила? Ничего интересного. Поднялась наверх зачем-то. Квити, деньги. Тут кто живет? Подожди, это Октавия. А тут кухня. Так что на втором этаже. Бюст Минервы. Богиня военной мудрости. Ладно, пойдем. Я понимаю, что в моих... Топ. Все, загрузка. Банька. Время тикает. Надо бегать быстро. Ну что? All right, you're here. You were asking how I knew the young woman you met by the river was wearing a hood. Here, look down at the bottom of the baths. It's a little hard to make out in this light. If only we could see. Oh, what a marvelous lamp. But do you see it? Somebody waking up by a river in a forest to find a hooded figure with a coin. It's just as you described it, only your pronunciation is a little off. The name you heard wasn't Karen. It was C-H-A-R-O-N, as in Charon, the ferryman of the dead. Charon, who, in exchange for the right coin, helps the souls of the newly deceased cross the Styx, the river that separates the land of the living from the land of the dead. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, but all I found was some loose change. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. There are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. I'm so sorry, my friend. I'm so sorry.
I take it you know what this means. Мы в подземном мире. I'm afraid so. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems none of them escaped with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the Golden Rule is the work of Pluto, the god of the underworld, and why his epithet has always been Father of Riches. I know it's a lot to take in, and you look as if you have questions, so I'll try to answer them if I can. А тот мужик внизу, это, наверное, сам Плутон. Получается, мы умерли. That was my first thought too. In the old stories, the underworld was where the souls of the deceased were taken. But it was also possible for the living to reach it without dying, if they were particularly fearless. So I'm afraid I don't know. Что ты можешь рассказать про Харона? Oh, I'm sorry. I keep forgetting you're not from here. If you were Roman, or even Greek, you would know these stories. Each of them is slightly different, whether the storyteller was Plato, Homer, Virgil, or Ovid. But they always involved the souls of the dead meeting a grim ferryman named Charon on the bank of a river. It was said that he'd help the new arrival cross, only if they could pay him with a coin, an obol. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin in their mouths. Charon's obol, we called it. Of course, an obol was a kind of Greek coin, because we inherited this knowledge from the Greeks. Почему вы не узнали Харона? To be fair, the ferryman isn't exactly as the poets described, and he, she, they seem to appear to different people in different guises. You say you saw a young woman named Karen with a hood, and I once heard Kabash mention a stranger in a ram headdress named Kerti, and Rufius described meeting a stranger named Kumut Tabal wearing an eagle headdress. But whatever form this stranger took, they were always wearing a hood of some sort, and their name always began with a K sound. I suspect the only way you'll solve this riddle is if your paths cross again. Почему в подземном мире так мало людей? Good question. Let's see. In the stories, Charon would always require a coin as payment for passage across the river, but that never made any sense to me. What does an ancient immortal being need with coins? In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked we had one in our possession. So, maybe there's something special about the coins each of us had on us. That might explain why we wound up here, but so many others did not. Ты скрывала это от меня? No. I mean, I had my suspicions, especially after Livia's ramblings, but I would never have figured it out without your help, I promise you. У меня больше нет вопросов. Now that we know where we are, we have to figure out what to do about it, if we don't want to be cast into gold for eternity. We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter, Orpheus, a Thracian poet, Sisyphus, a king of Ephyra, and Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have 2 options: to confront the god of the underworld head-on, or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Не можем сбежать тем путем, которым сюда попали. Нет, не сможем. Почему ты называешь бога подземного мира по имени? All Romans try to avoid saying it, and the reason is quite simple. He might hear us. You may refer to him as Pluto, if you wish, but you'll only be calling attention to yourself. Do so at your own peril. Расскажи о встрече с Плутоном лицом к лицу. Shh! It's
everyone so blunt where you're from? Oh. That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth about the Golden Rule, and maybe even put an end to it. As I said, Hercules managed to overpower the god of the underworld, but he was a demigod. Forgive my candor, but you are no Hercules. Есть пара козырей в рукаве. Геркулес не мог управлять временем или превращать органику в золото. Are you telling me that you can? I won't pretend to understand exactly what that means, but if that's true, then perhaps you stand a chance. So, if you want to confront him, I'll help you as much as I can. Who knows? Perhaps your name will be uttered in the same sentence as Hercules one day. But first, you'd need an audience with you-know-who, and for that, you'll need to enter the great temple overlooking the city. The problem is, the door has been sealed shut for as long as I've lived here, and there doesn't even seem to be a keyhole. I suspect the answer lies in the desecrated obelisk in front of it. I'm not sure if you noticed, but there are 4 plaques missing from its base. It looks as though somebody, or a series of somebodies, forcibly removed them, and in doing so, dishonored and angered our divine keeper. If you could recover and replace all 4 of those missing plaques, I imagine he might be willing to receive an audience again. Что ты можешь рассказать про обелиск? It's the towering stone monument with 4 sides and a pyramid-shaped head that stands before the great temple, a dedication to the god of this place. You'll find them all over Rome, but of course they were looted from Egypt many years ago. It seems one of them made its way here too, although how is a mystery. However, this one is unusual in that each of the 4 sides is decorated in a different style: Roman, Greek, Egyptian, and another I don't recognize. That means you'll need to recover 4 different plaques: Roman, Greek, Egyptian, and a 4th, a mystery plaque. Где мне искать греческую скрижаль? I don't know. But perhaps you should begin your search with the local Greek fellow, Georgius. His store is in the forum. Где искать египетскую скрижаль? Perhaps Kabash, our Egyptian resident, will be able to tell us. Unfortunately, he disappeared weeks ago. But I did hear Aurelia is peddling rumors about him at the tavern, so perhaps you could talk to her, or just take a look in his room. Где мне искать загадочную скрижаль? I'm afraid you're on your own with that one. But perhaps finding the other 3 will illuminate the way. Поговорим еще о чем-нибудь. Расскажи про побег с помощью Прозерпины или проводника. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas was guided to the exit. The problem is, those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler about their own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. First, Proserpina. What we do know about her is, well, it's a grim tale. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into marriage. Может, она захочет сговориться с нами против него? If the stories are true, then I suppose so. The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across one of those in your travels? Со мной иногда шепчутся статуи женщин. Truly? And you're only bringing this up now? Then again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Is it the same voice? What kinds of thing does it say? Голос всегда одинаковый, звучит жутковато, но помогает мне. Fascinating. Perhaps she's a benevolent spirit. Or perhaps... Perhaps you're hearing the voice of Proserpina herself. If she has indeed been abducted,
It would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Пока нет. Oh, I see. Well, let me know if you hear anything that might be a thread through this labyrinth. Ну, давай спрошу очевидно, на что мы уже знаем ответ. А мы не можем сбежать тем путем, которым сюда попали? It's a reasonable question, but the problem is, this place is fairly well designed to keep us here. There's no way to climb up the shaft. And even if you could build a ladder big enough, just trying it would break the golden rule. We know that, thanks to the writings left behind by those who've tried. Можем начинать. All right. I would suggest not discussing this with anyone. The best we can do for them is to let them remain oblivious for as long as possible. As for Livia, it seems she's been shouldering the weight of this terrible secret all this time. Perhaps it would comfort her to know she's not alone. Сначала поговорю с Ливией, сначала поищу скрижали, для начала постараюсь выяснить слухи. Слухи. In any case, time is of the essence, so you'd best begin. May Fortuna guide you. Although you may not need her with Proserpina on your side. Так. Ну что ж, у нас еще есть дела. Она теперь, видимо, постоянно будет шептаться. Мне кажется, он близко к финалу. Может, правда, пройдем игру. Уф. Я видел вселенную только что. Так, ну нам сейчас самое главное это спасти чувака, наверное. О, оттирает, смотри. Руфи. Молодец, молодец, мужик. You again. Ладно, я пойду. See you around. Так, мне еще нужно не допустить мужика до выборов. Salutations. Слушай. Hello again, my sartorial friend. What is on your mind? Не знаешь, где можно найти греческую скрижаль? And in a city full of Romans, you are asking me because I am Greek. Let me tell you something about Greeks and Romans. My name is Georgios, yes, but the Romans, they do not care. They hear me say Georgios and they think, ah, he must mean Georgius. Good Roman name. They do this all the time. They see us worshipping Zeus, they copy us but call him Jupiter. They take Hades and call him Pluto, Persephone, Proserpina. I am flattered that they copy our ideas, but why must they change the names? Do they want credit for making it all up? Do they want to forget where it came from? At first, I pull my hair out. After a while, I give up, and I become Georgius the Roman. I accept the world is Romana. Plus, I have no hair left to pull. But my point is this. If you want to know who stole an old Greek name, look no further than the sticky-fingered Romans. The plague you seek was pilfered from a collection of old Greek relics by none other than Dully. He cannot help it. Like a typical Roman, he likes shiny things, especially those that once belonged to my people. And besides, it makes him happy. So I say, let him keep it. I believe he still has it with him, in his cell, just opposite the Temple of Demeter. I hope that our paths cross again soon, my friend. А у меня есть какая-нибудь карта, кстати, вот на этом часу игры подумал, что может карта есть. А нет. Просить старика, видел ли он Хаваша. Какого старика? Какого такого старика? А, который, я понял. Все, принято. Греческая скрижаль Дули. Окончательное решение. Ульпия надо спасти.
Фокус исчезновений. Спасите Ульпия. Концы в воду дули. Праведник. Ящик Пандоры. Прицеливие в подземном мире. Демократия в действии. Так, ну пойдем. А, кстати, поговорить с гладиатором надо бы. Домиций, привет. С тобой-то я не общался. Расскажи о себе. Почему на тебе одежда гладиатора? Why? Because I am a gladiator. That's why. Понятно, но ты не рядом с ареной. You want to see me fight? Keep running your mouth, fatuous cunners. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? When Malleolus wins the election, yeah, this place will change. You won't even want to leave. You'll see. Что думаешь о золотом правиле? I think it's gone on long enough, and Malleolus is going to put an end to it once he's elected. Звучит здорово, что я могу сделать? Как он собирается это сделать? He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. Звучит здорово. Да что я могу сделать? Почему ты не можешь сказать сейчас? Because if I tell you, and it gets out, it'll give old man Sentius a chance to interfere in our plans. And we can't have that. Звучит здорово. We've already lined up the votes he needs to win. Just stay out of our way, and we won't have a problem. За кого будешь голосовать? Malleolus, of course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? Нужно поговорить с Ульпием. He's not here. Где он? Dunno. The little Caput murder escaped earlier this morning, while I was taking Yulia to the clinic. He can't have gone far, but if you find him, tell him the punishment he gets for coming back on his own won't be as bad as if I have to go looking for him. Я пойду. Whatever. Just remember, I'll be watching. I'll be watching. Квинцей. Thank you, I am. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Я хочу, чтобы ты снялся с выборов. Are you insane? Why would I withdraw? Я знаю, что это Квинси. Твоя жена показала мне твое любовное письмо, а Нерон хочет твоей смерти. So, it finally caught up with me. I suppose that makes you, what, one of Nero's assassins? Император посылает поклон. Нет, к твоему счастью. So, you're not going to kill me? Не убью, ты сейчас же снимешься с выборов, освободишь всех от своей кабалы. Oh, so much work and money. Oh, well, if I do it, you'd let me live? Сохраню. Fine. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. There, you got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Это славненько. Одной проблемой меньше. Демократия в действии. О, надо послушать. Are you listening? Yes, sir. I've made a decision to release Julia and Ulpius and withdraw from the election. I want you to go and inform Equitia. Sir? Are you under duress, sir? I've just had a change of heart. But you're on track to be magistrate, sir.
All that work, all that money wasted. Those are my orders. Carry them out. As you wish, sir. Тут да. Ну чё? Не такой довольный? Кто это тут у нас стоит? Аве. Аве. Так, мне нужно к моему товарищу Горацию. Как пожелаете, сэр. Субтитры зависли. Ладно, надеюсь, они перебьются чем-то. Галерий сейчас не может говорить. Пойдем искать Домиция. Priestess, Malleolus has decided to withdraw from the election. Oh, well, that's surprising, but thank you for telling me. I'll let everyone know. Citizens, I have an announcement. Malleolus has withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate by default. That is all. Думаешь, они слышали? Ладно, славненько. Видимо, скрипт сломался. Fortune smile on you, Галерий, brother. стой. Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? Мариэл снялся с выборов. He did? Oh, that was unexpected. I wonder what could have possessed him to do that. Well, I guess it's time for me to step up then. I'll let Equitia know I'll be running. Умничка, All я right, пойду. friend. Hope you find a way to break that cycle you're in. Так, пока что с этим разобрались. Дальше. Ульпий. Ульпий. Малыш Ульпий. Надо его спасти. Он теперь свободен от гнета Малеола. Я знаю, что он был в отношениях с этой потерянной мадам. У нас есть рычаги давления, чтобы приказать ему не самовыпиливаться, не прыгать в лужу с такой высоты. Salve, friend. I'm Octavia. Привет, Welcome Octavia. to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Если честно, мне очень нужен Ульпий. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no, 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 no. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please, please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Я поговорю с ним. Thank you. And please, choose your words carefully.
Отличные новости, Ульпи. Малиол согласился освободить тебя и Юлию от долгов. It's too late for that. Yulia and I made a pact, and she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Лакрице удалось вовремя раздобыть Сильфи, чтобы спасти ее жизнь, с ней все будет хорошо. What? Are you messing with me? Я бы так не поступил, вы оба свободны. We're free. We're free. Thank you. It seems fortune smiles on us after all. I'd better go and pay a visit to Yulia immediately. I just wish there was some way I could repay you. But I have nothing but the tunic on my back. Не беспокойся об этом. I'll go and take care of things with Malleolus and tell Yulia the good news. Thanks again, friend. I'll never forget what you did for us. Так, подруга, у нас с тобой есть какой-то диалог? Побежал, полетел. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. I'm thankful that you're here. Can I help you with something? Ничего. Ah, that's a shame. Another time then. Да, другой раз. Одна есть из 4. Ведь не вылезти. Salve, friend. Сальве. Что тут такое? Придумать избирательный способ попасть в верхнюю цистерну. Ага. Я думаю, а что если ты не ты переживаешь день 40 всей, и ты единственный, кто помнит об этом, просто... Ой, фигня, но как меняет восприятие. Думаю, что если не ты переживаешь день 40 все, ты единственный, кто помнит. Ну а в чем разница? Только вопрос в следующем, что вещи обновляются. То есть они снова встают на свои места, и они у меня в инвентаре одновременно. Так что вряд ли просто... А, или ты про то, что у всех типа... Да нет, тоже фигня получается. Что если бы все вместе со мной переносились, но... И у них сейчас стиралось воспоминание, а так какая разница? То же самое выходит. О. Ну, по сути, в царстве мертвых. И Трэшер Хантер. И по-хорошему, то есть души должны обратить в золото, если наступает золотое правило, и они бы вот так стояли. Если меня превращает в золото, то сразу гейм-овер идет. Не, мы откатываемся в прошлое, получается. И создаем одну из параллельных вселенных, если уж ударяться в такое. Да ты по факту ни на что не влияешь. Так у нас и нет типа смысла влиять, у нас смысл выбраться отсюда. Поехали! Иха! А. Мы лишь пытаемся выбраться из замкнутого круга и не умереть.
Ладно, какие у нас еще планы? Задания-то уменьшаются. 4-я скрижаль появится сама. Египетская скрижаль. Поговорит с Доли. Бог исчезновения. Выяснить, что случилось с Синтилой. Ульпий, блин, свалил куда-то. Где он там ползает? Самый интересный диалог, наверное, будет либо со стариком, который в подземелье, либо в храме с Плутоном. Потому что старик тоже все знает. Фрик. Ладно, пусть он там бегает, я пойду. С умалишенной побеседую. Приветики, Ливия. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. Я уже все знаю. Я знаю, где мы. Say it. Speak its name. Подземный мир. Then it is true. I was right. Да. I thought I saw it, but when the rest of them could not, I kept thinking I must have gone insane. I had to tell myself it was true over and over again, until I wasn't sure if I was deceiving myself. I must apologize if my words seem cryptic. I'd found comfort in reciting the Metamorphoses by our great poet Ovid. He gives such an uncanny description of this place. I cannot help but wonder if he himself came here. Would you like to hear it? Конечно. I will do my best to remember the relevant verse. There is a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. The sluggish Styx exhales vapor, and by that way, the shadows of the newly dead descend, entombed with full rites, and the ghosts of those, at last, given proper burial. The wide, thorny waste is cold and pallid, and the newly arrived shades are ignorant of the road that leads to the Stygian city, where Black Dis has his cruel palace. As the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls, and is never too small for any populace, nor notices the crowds that come. There the bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives, and still others incur punishment. I hope I have done it justice, and now we share a secret. It's as if you've lifted a great burden from my shoulders. Thank you, friend. I think I should rest. С Ливией пообщались. Ульпий, блин. Мне нужно кое-что обсудить с тобой, Ульпий. Shalom. Шалом. All weapons are to be tossed into the chasm. Поговорим о Синтиле. Scintilla and I were in love. And then, 22 days ago, she went missing. Почему бы тебе не начать с самого начала? All right. One night a few months ago, when I was cleaning Malleolis's villa, I heard a young woman singing. It was the most beautiful thing I had ever heard. I wasn't allowed out, so once everyone else was asleep, I climbed up the inside of the villa and onto the roof, just to see where that sound was coming from. And that's when I saw her,
Standing in the garden of the magistrate's villa, I just sat there on the roof, listening to her with my chin on my knees. And for the first time in a long time, I felt hopeful. And then she looked up and saw me and she smiled. I knew at that moment the fates had brought me to her. And from the moment she asked my name with this warmth and curiosity, I knew I'd have done anything for her. And so for weeks on end, each night I'd climb out of the villa and into her father's garden. We'd hold hands and talk about all the things we'd do once we got out of here. Like having our own vineyard. And then one morning I woke up and everyone was out searching for her. They said she'd vanished in the night. All I could do was keep my head down and try to hide how beside myself I was. Возможно, она смогла как-то выбраться. All I know is she loved me. And if she had known a way out, she would have told me. She'd never have taken her own life. And there's no way anybody could have killed her under the golden rule. I can't prove it, but I just know she's still alive somehow. Even now, it's as if I can hear her voice in my head, crying out to me. That can only mean one thing. Somebody abducted her. I have no idea how, or who would want to do something like that to such a sweet, lovely girl. But what else could have happened? Есть предположение, кто мог ее похитить. Кто-то типа тебя. My guess? Malleolus had something to do with it. He is without doubt the most evil man I have ever known. I have no idea where he'd be keeping her, but there is one room in his villa, upstairs, which is always locked. I've never seen the inside of it, and I haven't been able to steal a key without breaking the golden rule. But I have a feeling that if you could get in there somehow, it would shed light on a great many things. Что, так это Синтила была? Мне уже довелось там побывать, и там нет ни следа Синтилы. Really? I was sure he was hiding something in there. I feel like I've looked everywhere. At least everywhere I could get to. There are still two places I've never been able to reach. First, the palace. If Navia managed to get in, then I suppose Scintilla could have too. The only other place she could be is somewhere in the cistern network. I remember hearing that Dooley had been poking around in the upper cistern before he was locked up. So you could ask him about it, I suppose. Сейчас же этим займусь. All right, friend. Thanks for the chat. Так, ладно, thanks for the chat. Чатик, спасибо большое, что сидели. Спасибо всем, кто там смотрел на ютубе в записи. Я, в общем, пойду кушать. Я сижу голодный, тут уже 6 часов. А игра, похоже, не закончится еще в ближайшие часа 2. Так что давайте оставим это напоследок, на завтра. Завтра днем допройдем. Вот. Увидимся ночью с вами на Тирании. Будем читать буковки в 11 часов по Москве. Пока-пока, чатик. Пока-пока.